Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» Майя Бута в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии мы обсудим с гостями, которые подключатся к нам в эфир, основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нам. Мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу, atr.tv — это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua — это наш адрес. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну и подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Начинаем наш эфир с новостей из временно оккупированного полуострова. Сегодня прошли очередные суды по сфальсифицированным уголовным делам по нашим соотечественникам. Эдем Семедляев, адвокат, сейчас с нами на прямой связи. Эдем ага, селям алейкум. Алейкум селям. Эдем ага, расскажите подробнее, какие судебные заседания сегодня прошли, и расскажите подробнее о ходе, собственно, этих судебных заседаний. Да, сегодня в Южном окружном военном суде должны были быть заседания по пятерке, в которую входит Абдулгазиев Тофик и другие ребята. Однако заседание отменилось в связи с тем, что сотрудники СКИН не доставили ребят в зал суда. Второе заседание, где участвовал я, где подсудимыми являются Изета Парижа, Игиров Рензи, Сабанов Умирага, Раимов, Айвазов Раим и Фархот Базаров. На сегодняшнем процессе суд очередной раз отказал ребятам и практически запретил ребятам говорить на крымско-татарском языке. После того, как Базаров начал выражать свое отношение к обвинительному заключению на крымско-татарском языке, суд его очень резко остановил, предупредил о том, что производство ведется на русском языке, и поэтому он должен говорить только на русском. На что Фархот категорически отказался и попытался продолжить на крымско-татарском языке, но суд его остановил, не дав ему продолжать и высказывать отношение к обвинительному заключению. А чем мотивируют оккупационные судьи, не разрешая политическим заключенным говорить на своем родном языке? Суд ссылается на то, что судопроизводство в Российской Федерации ведется на русском языке, и по их данным Фархат владеет русским языком, и то, что он говорит на крымско-татарском языке, это он якобы злоупотребляет своим правом. С этим, конечно же, ни сам Фархот, ни защита не согласна. В соответствии с Конституцией человек может давать показания и изъясняться на своем родном языке. Для Фархота родной язык является крымско-татарским, на нем он свободно разговаривает и желает на нем давать показания и вообще участвовать в судебном заседании. Однако суд, в отличие от других процессов, в которых мы участвовали, взял такую принципиальную позицию и предоставляет переводчика для того, чтобы ребята могли спокойно участвовать, используя свой родной крымско-татарский язык. Эдем ага, а вот на каком этапе сейчас процесс уголовного дела в отношении наших соотечественников идет? И когда примерно, как вы думаете, будут прения и уже приговор? До приговора еще далеко. По данной пятерке сегодня было только лишь второе заседание. Планировалось допросить оперативного сотрудника ФСБ, однако по неизвестным нам причинам он сегодня не явился. И на сегодняшнем судебном заседании все ребята высказывали свое отношение по обвинительному заключению. И после этого прокурор, сторона обвинения, отослала письменные материалы уголовного дела.
А какое наказание может, по-вашему, запросить прокурор? Ну, это пятерка, в которой 4 человека обвиняются по части 1 статьи 205 прим. 5. Максимальное наказание по данной статье является пожизненный срок содержания. Фарход обвиняется по 2 части. Там тоже большой срок предусматривает Уголовный кодекс Российской Федерации. Çok sağ olunuz Эдем аға. Это был адвокат Эдем Семедляев с нами на прямой связи. Мен есе Қырым татар тілінде да бір кере іштесі ержілерімізге айтып кечмеге істейм, сайғыл арқадашлар. Бүгін Русияның Ростов-на-Дону шәһәрендә безнең сәяси мәбүсләребез белән баглы икәнен әлбәттә мәхкәмәләр үткәрелде. Эдем аганында күргәннез кебе бу мәхкәмәләр буенча озы дип уйлы иллюзияларны беслемей 205.5 маддәсе буенча кабатланган Кырым татарларына эксеретнен ишгалҗы hukuk korçalayıcı organları temsilcileri ne yazık ki 10 yıl, 6, 5, 15 veya da 20 yılga kadar hapis cezasını marum bırakmaktalar. Da bir kere ne için Kırım Tatar tiline geçtim. Bizlerinizge Kore ATR telekanalında mali problemlerde çözülmeye hala. O sebepten ATR telekanalı bugün sizin desteğinizge muhtaçtır. ATR telekanalına destek etmek için bizim saytımızga abone olabilirsiniz. Bugün sizin aboneniz bizlerge yardım edebilir ve çalışmağa da yardımcı ola ki mali problemler çözülmegen sebebinden bunda çalışmağa devam etkenimizin sebebi yardımlarını sizden ve diğerlerden alganımızdır. Çok sağ olunuz. Ben size Rus tiline geçeyim ve haberlerini müzakere etmeye devam edeyim. Сегодня генеральный консул Украины Тарас Малышевский и его коллега, консул Юрий Довгуля, провели встречи с 15 крымско-татарскими политическими заключенными, которые содержатся в изоляторах Ростова-на-Дону и области. С нами сейчас на прямой связи генеральный консул Украины Тарас Малышевский. Пане Тарасе, вітаю вас. Салям алейкум. Доброго дня. Салям алейкум. Доброго дня. Расскажите подробнее, как прошла сегодня ваша встреча с политическими заключенными. 15 встреч – это отдельно каждая из них. Они проходили в течение прошлой недели, со вторника по пятницу. И в результате мы имеем информацию о ребятах, наших гражданах Украины, которые незаконно переместили в Ростов-на-Дону в течение января-февраля этого года. Состояние здоровья, условия пребывания, а также информационный голод, кроме того, контакты с родными — это, наверное, самые важные вопросы, которые мы обсудили с каждым. Завтра я планирую снова в СИЗО увидеться с очередной группой ребят, потому что у нас сейчас 25 человек прибыло в Ростов-на-Дону с Крыма, и это будет среди тех, кого я увижусь завтра, это будет Сервет Газиев, Эрфан Османов и господин Гафаров. То есть с 3 с ними меня завтра предстоят встречи. Пане Тарас, вы сказали, что политические заключенные испытывают информационный голод. Расскажите, о чем они расспрашивают вас? Что им сейчас интересно? О чем говорили? Ну вот о сегодняшних, например, новостях и даже мой скромный выход в эфир, спасибо вашему телеканалу, я завтра буду рассказывать ребятам. То есть они расспрашивают именно об этом, то, что происходит в свободном мире, в свободной стране, которая есть Украина, а также что происходит в взаимоотношениях между Украиной, Российской Федерацией, международной политикой, все, что касается того, что каким-то образом может коснуться их ключевого вопроса, а именно возвращение домой, освобождение из-за незаконного пребывания под стражей и воссоединение с семьями. Почему информационный голод? Потому что максимум не в каждой камере может быть телевизор с 6 так называемыми федеральными каналами. Эти люди, наши соотечественники, на этих каналах могут принять только официальную точку зрения российской стороны, которая
обогащена всеми этими пропагандистскими ресурсами и фейковыми новостями. Можете представить, в каком ситуации пребывают наши граждане и насколько важна им и консульская поддержка, и коммуникация с внешним миром. А она, к сожалению, у них очень скудная. А что с питанием? Как себя чувствуют политические заключенные? Я так понимаю, что там часто предлагается свинину, а политические заключенные, мусульмане, крымские татары ее не едят. Вот как обстоят дела в этом ключе? 2 СИЗО. В одном из них больше наших граждан, СИЗО-1 очень сложно с питанием. СИЗО-5 немного лучше, это ж там ребята, что мне говорили, все-таки есть говядина, не каждый раз, но все-таки немного лучше. Вот. Здесь только помощь активистов, близких, родственников, которые им подготовят посылки, а потом передают. Посылки приходят. То есть только лишь поддержка вот такая помогает им каким-то образом обогатить рацион, а также исключить из него то, что не полагается согласно религии. Мы пересылаем каждому из них небольшую сумму денег, по которой они могут тоже приобрести в местном продуктовом магазинчике те или иные продукты. Опять же, но это же, как правило, это или быстро развариваемые каши, или же консервы. Здесь очень мало витаминов, то есть не говоря уже о более качественных продуктах. Но это благодаря только всем тем людям, которые не безразличны и помогают нам. А как часто можно непосредственно передавать посылки в следственный изолятор? Их количество ограничено, но в то же время лучше, чем когда человек уже осужден. Передать посылки нашим крымско-татарским активистам, политзаключенным и другим нашим ребятам в колонии, например, Ставропольского края, Краснодарского края, очень буквально 2-3 в течение месяца, 2-3 можно это делать. То есть там в зависимости бандероль или посылка на более количество килограмм. В СИЗО это легче, но в то же время тоже свои ограничения существуют. Главная поддержка, каждый из них просит выписать газету какую-нибудь для них, то есть для каждого, потому что они в камере, они делятся с другими. Слушать российское радио, вы понимаете, и смотреть российские телеканалы — это не для обычного гражданина демократической страны. Представляете, это очень сложно. Как обстоят дела со здоровьем политических заключенных? Есть ли у кого-то какие-то сложности? Если есть, то предоставляют ли им должную медицинскую помощь, лекарства и так далее? Лекарства приходят, которые передаются опять же родным. Количество тех лекарств или ассортимент, которые есть в СИЗО, он очень скуден. И здесь без помощи, опять же, родных и близких не обойтись, к сожалению. Вот. Но мы надеемся, что совместными усилиями мы поможем и даже в этом. А сопровождение каждого человека и его заболевания, главная цель — предотвратить резкое ухудшение здоровья и обострение хронических заболеваний из-за отсутствия света, осложненных условий пребывания из года, с недели в неделю, месяцами, года. Вот ребята, которые сейчас, 25 человек, они уже 2 года будут как в заключении, а суд только начался. Впереди еще мы ожидаем около года суда. Вот завтра с Газиевым и Гафаром я встречаюсь. Это люди, которым по 60 лет. То есть я еще не виделся с ними, но у меня уже запланирована встреча с начальником СИЗО после наших встреч консульских, потому что я знаю, что те вопросы, которые будут подниматься, они должны мною подниматься уже с администрацией по поводу, опять же, каким-то образом поддержки их и его состояния их здоровья. Пане Тараса, общаетесь ли вы с омбудсменом по правам человека с украинской стороны? Вот что говорят, и есть ли у вас какая-то информация по поводу перспектив освобождения наших политических заключенных? Ведутся ли, по вашей информации, по вашим данным, какие-либо переговоры в этом ключе?
У нас постоянный контакт как непосредственно с моим министерством, моим руководством, в том числе с первым замминистра Эмине Джипа, также и с омбудсменом и многими правозащитниками в Украине. Но наши контакты в основном сосредоточены на моему функционале работы Генерального консульства и других наших консульских учреждений в Москве, например. То есть это поддержка, консульско-правовая защита, это весь юридические механизмы, которые мы можем, которых можем защитить наших ребят. Но тема обмена и большой политики — это не функционала Генерального консульства. Здесь я не могу комментировать, потому что я не владею глубоко информацией, и, опять же, повторюсь, это вне моего портфеля. Дякую дуже, пане Тарасе. Вы завтра будете встречаться с политическими заключенными. Передавайте от нас привет, передавайте от нас слова поддержки нашим политическим заключенным. Пусть они знают, что мы находимся рядом с ними. Спасибо вам большое. Конечно. Тарас Малашевський був з нами на прямому зв'язку, генконсул України в Ростове-на-Дону. А я перехожу к следующему информационному сообщению. В оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей. По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам. Большинство из них – это граждане Украины. Указ президента России Путина о запрете на владение землей в Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания Крымской платформы. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Вот его цитата. Указ президента Російської Федерації номер 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені. Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги Кримської платформи та її інавгураційного саміту цьогоріч. Дмитро Васильєв, політичний консультант, президент Агенції досліджень та аналітики Рада. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас, селям алейкум. Салам алейкум, витаю вас. Что скажете относительно указа Путина? Что это означает и почему именно сейчас? Господин Путин очень четко понимает, что мировое сообщество не принимает никаких позиций Российской Федерации о так называемом легитимном переходе автономной республики Крым в состав Российской Федерации. Создана украинская крымская платформа. Весь мир неоднократно заявлял о том, что не признает никакие претензии России на полуостров Крым. Поэтому Путин, видя это международное давление, пытается все больше легитимизировать в свой российский способ претензию и юридическое обоснование на полуостров Крым. Это дальнейшая история для внутреннего пользования Российской Федерации, для россиян, говоря о том, что это наша территория, никому не будем ее отдавать. Ну и плюс на те государства, которые Путин считает дружественными государствами для Российской Федерации. Давайте подключим к нашей бесіді ще Євгенія Ярошенка, правозахисника, аналітика Кримсос. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас, селям алейкум. Салям алейкум, доброго вечера. Пане Евгене, для начала, для общего понимания, что происходит сегодня в Крыму с землевладением после оккупации полуострова? Я так скажу. Проблемы с земельными участками начались еще в первые годы оккупации Крыма. Но это не носило какого-то массового характера. У некоторых граждан Украины забирали землю из-за того, что она якобы была оформлена не по российскому законодательству. Поэтому находились какие-то бюрократические нюансы, к ним придирались, и в результате этого некоторые украинские граждане теряли землю. Также нужно понимать, что отдельная процедура касалась национализации, так называемой национализации государственной собственности Украины. Например, предприятий Черноморнафтогаза и других государственных активов. А вот в 2020 году уровень захвата собственности вышел на качественно
и количественно другой уровень. Тогда Путин подписал указ, в соответствии с которым почти вся территория Крымского полуострова была отнесена к так называемым приграничным районам Российской Федерации. И это охватывало всю территорию Крыма, кроме 3 районов и кроме 1 района Севастополя. И это значит, что в этих районах обладать земельным участком могут только граждане России в российском понимании этого слова. Если у тебя нет российского паспорта, это значит, что у тебя есть 2 опции. Или получить российское гражданство, что можно было сделать до 20 марта 2021 года, или же отдать свою землю в обмен на какую-то материальную компенсацию. Кого сейчас коснется этот указ? К примеру, касается ли это крымчан, которые проживают на территории Крыма, но не приняли гражданство России? Да, это касается всех, кто не принял гражданство России. То есть это граждане Украины, у которых есть которые постоянно проживают на территории Крыма, за исключением вот тех внутренних районов, которые не имеют выхода к морю. Это граждане Украины, которые постоянно проживают на материковой части Украины. Это лица без гражданства, независимо от того, где они проживают. Ну и это все юридические лица, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации. То есть украинские юридические лица, иностранные юридические лица и так далее. А вот еще интересный момент. Вот этот указ касается тех земельных участков, на которых нет, ничего не построено, или же все-таки касается и тех земельных участков, на которых построен там дом, гараж, да все что угодно? Это касается всех земельных участков, независимо от того, там построено что-то, есть какая-то инфраструктура, ведется какая-то жизненная или хозяйственная активность или нет. То есть география была выбрана не случайно. Это все районы, которые имеют выход к морям, ну и тот район, который граничит с Херсонской областью Украины. Пане Евгене, а вы уже поняли для себя, как будет на практике выглядеть реализация этого указа? То есть как будет проходить вот эта схема отжатия земли от граждан Украины? Ну, со вчерашнего дня официально эта процедура уже началась. То есть это значит, что все, кто до конца 20 марта не переоформили землю, в общем, не приняли российское гражданство, или же так в добровольном порядке не чудили, у них будет, скажем так, к ним будут обращаться так называемые российские разные правоохранительные органы, которые будут в судовом порядке забирать земельный участок, будет процедура оценки этого земельного участка, но как эта процедура будет происходить, пока непонятно. Какая будет стоимость земельного участка, тоже непонятно. Насколько объективно будет оцениваться стоимость. Ну и эти действия, если говорить с точки зрения международного права, то это не только грубое нарушение прав человека, потому что в протоколе к Европейской конвенции по правам человека сказано, что каждый человек имеет право мирно владеть собственностью. Там не указано, что можно дискриминировать на основании гражданина или не гражданина, или на основании этнического происхождения. И также это военное преступление, потому что то, что Россия делает с захватом собственности, независимо от того, это государственная собственность или частная собственность, если она не оправдана военной необходимостью, это военное преступление. А что делать вот в данной ситуации? Куда обращаться? Ну, есть 2 пути, как можно действовать. Первый путь — это в рамках российского правового поля. Смысл такой, что все эти действия можно сначала обжаловать на уровне российской Фемиды, и когда российская уже Фемида, если усилия не принесут результата, обратиться в Европейский суд по правам человека, потому что это яркое нарушение Европейской конвенции по правам человека и протокола к ней. И второй есть путь,
который может параллельно вестись и не противоречить вышесказанному. Это обратиться к украинским правоохранительным органам, чтобы они зарегистрировали соответствующее уголовное производство, и этот факт использовали для подачи межгосударственной жалобы в ЕСПЧ, вернее, приобщили к той жалобе, которая касается Крыма, и также этот факт направили в Международный уголовный суд в Гааге. Потому что чем больше будет таких фактов задокументированных, тем легче будет установить лиц, которые были причастны к этому, ну и тем легче будет доказать, что это носит системный характер. Пане Дмитро, вот как вы считаете, помните еще в начале 2014 года, в 2014 году, когда состоялась оккупация полуострова, вот на этом этапе оккупационные власти говорили о том, что будут признавать украинские документы и что они бессрочны. Вот что изменилось на 7-м году оккупации? Нет, но это говорит только об одном, что российская власть такая же последовательна в своей непоследовательности, как она и была. То есть она чутко реагирует на изменяющиеся условия и всегда подвязывает их под свои интересы. Вот. Поэтому все, что говорит российская власть, это вот то, что написано на бумаге. Но ценность этих заявлений, помните, как говорили классики геополитики, ценность даже ниже, чем та бумага, на которой они прописаны. Да, Бисмарк говорил об этом. Да, абсолютно правильно. Можно ли считать, что тогда таким образом оккупационные власти сейчас вытесняют тех, кто отказался в свое время принять российское гражданство? Абсолютно правильно. Я и с вашим, будем так говорить, резюме согласен. И с той позиции, которую в этом же контексте проговаривал только что предыдущий спикер. Абсолютно очевидно, что российская власть взяла курс на четкую, еще более глубокую оккупацию Крыма, крымской территории, вытесняет всех людей, которые так или иначе могут быть связаны с Украиной, чтобы потом не было никаких претензий ни в российских, ни в каких-то международных судах от граждан Украины, которые владеют огромным количеством земельных территорий, земельных делянок на территории Крыма, недвижимостью, и, соответственно, этим людям будет предложено либо же перейти в российское гражданство, либо же навсегда забыть о своей собственности. Пане Евгене, какие действия должна предпринять украинская власть сегодня и какие действия она должна предпринять уже после деоккупации полуострова? Вот как это все должно выглядеть именно в этой области? На сегодня, пока еще Крым оккупирован, в первую очередь нужно тщательно все эти случаи документировать, все нарушения прав человека, в том числе изъятие земельных участков. Далее нужно создать соответствующий реестр земельных участков, чтобы он был обновлен, учитывал все, что происходит с этими участками, будь то захват, будь то какая-то так называемая национализация и так дальше. Затем нужно работать с международными судебными инстанциями. Это Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд, где нужно все свежие факты представлять и доказывать, что это часть системной политики, чтобы таким образом можно было тех лиц, которые забирают земельный участок, привлечь ответственности, но и Россию как государство тоже с нее попытаться выбить материальную и моральную компенсацию пострадавшим гражданам Украины. А касательно того, что делать уже после оккупации Крыма, здесь ответ на вопрос частично заходит в дискурс о переходном правосудии, или правосудии переходного периода. Это тот вопрос, вокруг которого последние 2 года ведутся дискуссии в среде правозащитников, в среде определенных парламентских групп, поскольку действительно остро встанет вопрос, каким образом, скажем так, земельный участок в районе Феодосии, который в 2013 году по праву принадлежал гражданам Украины, а там сейчас живут, скажем так, переселенцы из Новосибирска, и каким образом так делать, чтобы граждане Украины смогли не только вернуть себе эту собственность, но и туда поселиться.
и получить компенсацию за возможный ущерб, который был создан из-за того, что собственность не была под их контролем. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил о том, что вот этот вопрос, а именно запрет на владение землей в Крыму, будут поднимать в рамках Крымской платформы. Пане Дмитро, хорошо, поднимут вопрос, а какая-то практическая помощь от этого будет? Я думаю, на этом этапе практическая помощь будет в продолжение увеличения санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма и тех неправомерных действий, которые Российская Федерация совершает на территории нашего украинского Крыма. И, конечно же, это сбор тех документов, которые в результате в будущем смогут обеспечить деоккупацию Крыма международным сообществом и Украины в частности. Пане Евгене, а как вы думаете, будет ли эффективной крымская платформа, в частности, и в этом вопросе, и вопрос воды, который также планируют там поднимать, а с водой, как мы видим, ситуация остается критической? Пока трудно оценивать, насколько эффективна будет крымская платформа. Пока мы только видим какой-то концептуальный набросок того, как будет примерно выглядеть, что это будет состоять из регулярных встреч глав государств, министра иностранных дел, экспертного сообщества. И одна из рабочих групп, это будет касаться групп по правам человека, и там как раз будет рассматриваться вопрос собственности. Я думаю, что многое будет зависеть от того, насколько мировое сообщество будет тщательно следить за ситуацией не только в Крыму, а и шире на территории Черноморского бассейна, потому что действия России в военном плане как минимум не угрожают не только Украине. Ну и в зависимости от этого будем смотреть, насколько Украине удастся мобилизировать политическое, дипломатическое и санкционное давление. В том числе в рамках Крымской платформы. Да, я не зря вот упомянула ситуацию с водой в Крыму, потому что она там продолжает сохраняться критической. Там, как мы видим, уже высохли много водохранилищ, высыхают озера. И вот что вы думаете относительно тех мер, которые сегодня предпринимают оккупационные власти? Там уже заявили о том, что в Ялте начнут строить эти опреснительные установки. Но, насколько я понимаю, опреснительные установки они будут строить год-два как минимум. А как будут в это время жить и справляться с ситуацией? Нужно понимать, что те действия, которые оккупационные власти применяют, они дорогостоящие и не всегда эффективны. Например, опреснение воды — это очень дорогая технология, которую могут себе позволить, например, некоторые корабли или дорогие рестораны прибрежные. Но чтобы обеспечить какой-то населенный пункт, даже небольшой населенный пункт, это по меркам даже такой страны, как Россия, неподъемные траты денег. Есть, конечно, альтернативные способы. Это выточка подземных вод. Но здесь риск в том, что чем больше пресной воды выкачивается, тем больше будут на место этой пресной воды заполняться соленая вода. А это негативные последствия для растительности и для экологии в целом. Кстати, скоро Крымсос представит исследования по экологии, и там как раз вот вода и это влияние на экологию тоже будет представлено. То есть это может грозить экоцидом для Крыма? Да, по крайней мере для северной степной части Крыма, да. Например, там стоимость земельного участка, так как мы начали с земли, по некоторым данным достигает $2000 из-за того, что земли оказались непригодны для какого-то сельскохозяйственной деятельности и жизни. Пане Дмитро, мы видим, как сегодня оккупационные власти Крыма уже готовят иск по отношению к Украине из-за водной блокады Крыма. Там они посчитали ущерб в 10-20 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь. Как вы думаете, куда они будут подавать этот иск и что они будут с ним делать? Есть ли перспективы?
Ну, действительно, это вот очень интересный вопрос, извините, куда они будут подавать этот иск, поскольку Российская Федерация приняла решение, что международные законы и, соответственно, международные суды, как я понимаю, они на порядок как бы ниже по влиянию на решение власти России, потому что юрисдикция российских судов, российской власти и российских законов выше юрисдикции международных судов. Соответственно, если есть такое пренебрежение к международным судам, международному законодательству и международным обязательствам Российской Федерации, то куда она будет подаваться и где, в каких судах будут рассматриваться подобные иски. Это раз. А второе, самое главное, международное сообщество четко заявляет о том, что Крым оккупирован российской властью, Российской Федерации, и, соответственно, территория Крыма принадлежит Украине, Украинской Республике. Соответственно, вопрос риторический. Я думаю, что ответ на него абсолютно однозначный. Никакой перспективы подобные иски, абсолютно не подтвержденные никакими объективными условиями, документами и претензиями, нигде не будут рассматриваться. Пане Евгене, а вы как думаете, вот эти иски, попытка оккупационных властей дискредитировать Украину в глазах наших международных партнеров, обращение в ООН, вот эти вот заявления Лаврова и так далее, вот эти все попытки, они тщетны? Знаете, у нас были определенные дискуссии по этому поводу, и мы пока пришли к таким промежуточным выводам, что все эти попытки России, они бесперспективны. Почему так? Во-первых, год назад, когда знаменитая Поклонская подняла этот вопрос на уровне ООН, то ей ответили у Верховного комиссара ООН по правам человека, что это предмет для миссии ООН по правам человека, так как миссия ООН по правам человека тоже охватывает Крым, и миссия не может попасть на территорию Крыма, чтобы все это оценить. То есть был как бы намек на то, что Россия государство-оккупант и все такое. Дальше. В прошлом году Красноперекопский рыбкомбинат подал иск против Украины в ЕСПЧ из-за убытков, которые нанесла так называемая водная блокада. ЕСПЧ отклонил принятию этот иск. Поэтому если какие-то предприятия и дальше будут подавать иски, то, скорее всего, они повторят судьбу этого рыбкомбината. Единственное, что Россия может сделать, она может с помощью вот этих исков, которые выглядят бесперспективным, создать определенный информационный фон, при котором будет демонстрироваться, что якобы Украина привела к такой ситуации, что разные предприятия терпят убытки, население страдает, и в Крыму Крым находится на грани гуманитарной катастрофы. Но в юридическом смысле эти действия вряд ли окажутся эффективными. Дякую дуже вам, пане Євгене. Чохсагл у нас Євген Ярошенко, правозахисник, аналітик Крымсоц, був з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вы уже упоминали про санкции. Я бы хотела обсудить несколько новостей по этому поводу. Появившись сегодня, Европейский Союз утвердил санкции за нарушение прав человека в отношении 11 человек и 4 компаний, в том числе из России, Китая и КНДР. Имена, названия будут опубликованы, правда, чуть позже. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йосвик. 11 человек и 4 компании. Какой эффективности от этого можно ждать? Ну, знаете, здесь это эффект накопления санкций, причем не только против государства Российской Федерации, а в том числе и против конкретных персоналей. Поэтому, знаете, здесь 11 человек, через какое-то время будет еще дополнительный список санкционный. И я думаю, что вот круг этих людей может сужаться вокруг очень конкретных личностей, которые работают в Кремле. Ну и, соответственно, люди, которые находятся вот в том окружении, которое мы называем окружение Кремля, будут накапливать недовольство от того, что в результате действия российской власти и, в частности, решений и позиции Владимира Путина, у этих людей возникает все больше и больше проблем. А это будет создавать условия, при которых будут все больше
напряжений, конфликтов и возможных очень серьезных ситуаций и в окружении Владимира Путина, ну и в целом в руководстве Российской Федерации. Поэтому здесь, с одной стороны, 11 человек ничего не значит, но с точки зрения накопления этого списка все большим количеством людей со временем может действительно создавать большие проблемы как для руководства Кремля, так и в целом для Российской Федерации. Ну а за 7 лет вот санкции, которые были введены против России, насколько они уже имеют вот этот накопительный эффект, который вот приводит к каким-то уже видимым результатам? Ну, во-первых, у Российской Федерации действительно очень сложно с международным кредитованием. Во-вторых, у Российской Федерации действительно все намного сложнее с продажей своего основного товара, это углеводородов. В-третьих, те позиции, которые сейчас вот санкционные, они будут иметь дополнительную еще нахлестывающую волну. Проблему Российской Федерации с переходом ключевых стран Европейского Союза, Америки к так называемому европейскому зеленому курсу, что в перспективе ближайших 10 лет может принципиально поменять рынок газа и нефтепродуктов, соответственно. Это очень сильно будет влиять на бюджет Российской Федерации, на ее возможность по очень заниженным ценам дальше продавать или не продавать свою основную продукцию. Скажите, а почему бы не ввести сразу мощные секторальные санкции и получить результат в таком сжатом времени, в короткой перспективе, а не растягивать это на десятилетия? Ответ очень простой. Никто не имеет четкой сформировавшейся позиции, что Российскую Федерацию нужно, грубо говоря, поставить на колени, как вот там любят выражаться, и задавить. Все понимают, что России надо намекать о том, что проблема есть, и эти проблемы должны решаться в том числе благодаря доброй воле Российской Федерации. Все понимают, что в Российской Федерации есть огромное количество, большое количество регионов, которые готовы расползтись по своим интересам и развалить Россию. А Россия – это страна, в которой есть ядерное оружие. Вот неконтролируемое расползание ядерного оружия по таким вот непонятным территориям никому не нужно, потому что это вопрос глобальной безопасности, большой геополитики. Поэтому Российскую Федерацию постепенно принуждают к миру и к уважению международного права и закона. И нет четкой цели Российскую Федерацию задавить так, чтобы это государство распалось и произошли какие-то более серьезные глобальные ситуации в мире. Ну, каким-то образом ведь ее нужно вернуть в международное правовое поле, каким-то же образом нужно заставить агрессора уйти с оккупированных территорий, оставить, в конце концов, в покое Украину, Крым. А вот персональные санкции, которые вводятся, как мы видим, это такая вот капля в море, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Капля в море, да, а море состоит из капель. Поэтому я думаю, что все-таки идут путем накопления этих капель. Мир имеет примеры, когда оккупированные территории находились в руках оккупантов больше 40 лет. Мы знаем и Балтийские страны, мы знаем Восточную Германию. Да, и примеры в мире есть в ближайшем столетии, которое в 20-м столетии, которое мы сами пережили и видели это своими глазами. Поэтому все нацелены на долгую борьбу. Быстрых решений не будет, все это четко понимают. Сегодня пресс-секретарь Путина Песков сообщил о том, что Россия не исключает возможности отключения России от международной финансовой системы SWIFT, банковской системы. Вот его цитата, давайте послушаем. Российская Федерация не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT. Если Россию отключат от SWIFT, что это будет означать для России, насколько мощным это будет ударом и насколько это реально сейчас? Мне кажется, вот то заявление, которое мы услышали, кстати говоря, Сергей Лавров, руководитель международного ведомства Российской Федерации, говорил о том же, но, соответственно, это такая сформировавшаяся коммуникационная позиция Российской Федерации официальных властей.
Но мне кажется, это на данном этапе это определенный блеф. Потому что, да, там Сергей Лавров говорил о том, что надо сформировать свою систему, надо вот те страны, которые отказываются от давления Соединенных Штатов и там всяких стран, подобных Соединенным Штатам, они должны договориться о своей системе платежей и, грубо говоря, не зависит от вот этих вот капиталистических узурпаторов. Но это так, цитата больше от меня. Но мне кажется, что все-таки Российская Федерация, которая основной рынок пока что, основной своей продукции, а это углеводородов, видит все-таки в Европе, отказаться от системы SWIFT, а многие эти продажи происходят в том числе через Банк Нью-Йорка, Bank of New York, но это будет катастрофой для экономики Российской Федерации. И сегодня нет серьезных и фундаментальных альтернатив, которые бы позволили этой экономике держаться без SWIFT. Поэтому я думаю, что их заявления такие, больше игра на нервы, чем какие-то серьезные заявления, намерения Российской Федерации. А в каком случае ее могут отключить от SWIFT? Но я думаю, что это действие как бы последнего аргумента. То есть я думаю, что вот самое последнее, что могут сделать, это отключить Российскую Федерацию от SWIFT. Потому что, опять же, это создаст просто огромный дисбаланс в экономике, в том числе и Российской Федерации и Европейского Союза. Это очень сильно повредит возможностям энергетической безопасности Европы, европейских стран. И это сильно ударит по экономике Российской Федерации, которая действительно может прийти к такому полураспаду, а то и распаду. А если так, то это может повлиять на распад Российской Федерации как государства, на мелкие, вот такие вот государства, которые представлены федеративными устройствами Российской Федерации. Опять же, мы возвращаемся к тому вопросу, что это миру не нужно, да, потому что у Российской Федерации есть ядерное оружие. Есть очень серьезное опасение, что эти ядерные боеголовки в результате такого распада могут оказаться у не очень таких, знаете, ответственных и обязательных людей, а то и откровенных террористов. И это миру и большой геополитике не нужно. Давайте обсудим еще одну оккупированную территорию – Донбасс и переговорные процессы, которые ведутся вокруг Донбасса. Представитель России Дмитрий Козак предложил коллегам по Нормандской четверке изменить принцип организации ее заседаний. Он хочет обязать Украину дать письменную позицию по выполнению Минска-2. Вот его цитата. Учитывая равноправие всех участников нормандского формата, было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из 4 участников. Ну а Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, рассказал о том, что должен сделать официальный Киев для решения конфликта на Донбассе. Волкер заявил, что в этом контексте важно помнить о 2 вещах. Вот его цитата. Це шлях успішної України, і це те, чому Путін так прагне завадити вторгненням в Україну, захопленням територій, інтервенціями в українську політику, всіма способами заважаючи Україні відбутися. Адже успіх України автоматично веде до програшу чинного в Росії політичного режиму. Переговори з Росією не самоціль. Ваша мета має бути стратегічною і довгою. К нашій бесіді присоединяється Дмитро Карп, громадський політичний діяч. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас, салям алейкум. Витаю вас, салям алейкум. Пане Дмитро, как вы считаете, возможно ли в рамках Минского формата, в рамках нормандского формата добиться мира на востоке Украины? Это реально? Ну, как показала практика и долгие годы, как Минска-1, так и Минска-2, так и нормандского формата, они не приводят ни к чему абсолютно, кроме единственной цели. Это, как говорил Черчилль, что лучше бла-бла-бла, чем пиф-паф. Хотя мы видим постоянно, что со стороны Российской
Федерации и в Донбасс их граждан происходит агрессия по отношению к нашим военным, которые вынуждены зачастую не отвечать им обратным огнем. То есть мы сегодня говорим, наверное, о том, что Минский формат себя исчерпал и жил. Мы говорим уже много лет об этом, да? И нормандский формат как таковой себя исчерпал и жил. И, насколько я помню, заявление Зеленского о том, что он бы хотел присоединить Великобританию и Соединенные Штаты Америки к нормандскому формату, точнее сделать другой формат, это должен быть уже давно созревший кейс. Надо поменять, отказаться от минского и нормандского формата и поменять формат, создать новый формат с реально людьми и игроками, которые, скажем, я к чему это говорю? Я говорю к тому, что я искренне считаю, что Германия не союзник в данной истории, что скорее Германия и Франция — это союзники Российской Федерации, завуалированные, потому что полная зависимость от газопровода, и мы видим, что происходит с Северным потоком-2, поэтому нам давно стоит поменять формат. Минский формат не приведет ни к миру, ни к чему-либо еще. Он единственное, что приводит, он приводит к давлению Российской Федерации, возможности давления и угрозами постоянными о вторжении войск в Украину, брязганием оружием, так говоря. Он приводит постоянно к политическому дисбалансу, дестабилизации и информационной, скажем, агрессии, пропаганде, что гуманитарной, скажем, агрессии, пропаганды против Украины. В минском формате нету Крыма, что должно быть ключевое. То есть если будет создаваться новый переговорный процесс, то не должна идти о Донбассе как таковом, а должна идти о Донбассе и о Крыме, о возврате украинских территорий аннексированных. Поэтому я считаю, что это тупиковый абсолютно переговорный процесс, который, кроме того, что оттягивает ситуацию и усугубляет, дает возможность оппозиции, российской оппозиции агентуре играть на этом в Украине. А как мы можем отказаться от Минска, если к ним привязаны санкции против России за Донбасс? На самом деле они как привязаны к санкциям к Минскому переговору, так они же привязаны за какие-то определенные действия, за агрессию, за аннексию, за ввод российских войск, за многие-многие вещи, в том числе и в иностранных судах, и в Гааге и так дальше. Сказать, что они привязаны прямо к Минску, это неправильно. Я приведу пример, что когда был югославский конфликт, да, и когда был конфликт Хорватии, то форматы менялись 13 раз за 4,5 года. 13 раз. Ничего нас сегодня не останавливает для того, чтобы поменять минский формат на какой-либо другой. Останавливает только подыгрывание сегодняшней администрации и предыдущей, в том числе Российской Федерации. А как же Россия, которая не согласится? Она же однозначно не согласится на изменение формата или привлечение туда других представителей стран. Если она не согласится, то вот тогда идет речь уже о секторальных санкциях, о которых вы только что обсуждали с коллегой, с Димой, обсуждали по поводу, в том числе, и отключения SWIFT. То есть усугубление секторальных санкций, отключение SWIFT. И да, пострадает Европа, пострадает Германия и Франция. Поэтому я думаю, что если Великобритания и Соединенные Штаты Америки готовы и будут с нами, а я так понимаю, что они готовы войти в подобный переговорный процесс, то Германии и Франции в первую очередь будет невыгодно вводить Украину за нос вместе с Российской Федерацией, параллельно строя Северный поток-2. Пане Дмитро, есть ли у нас действительно альтернатива Минску? Это в данном случае уже мне вопрос, да? Да, пане Дмитро, пожалуйста. Василий. Василию, да, извините, пожалуйста. Да, Дмитро. Вы смотрите, альтернатива Минску, конечно же, есть. Но в данном случае все-таки я больше согласен с вашей позицией, что санкции привязаны к Минску.
Поэтому если Украина в одностороннем порядке откажется от Минских соглашений и от Минского формата, это снимет возможность удерживать эти санкции против Российской Федерации, наших ключевых международных партнеров, в частности Евросоюза. Поэтому, к сожалению, просто так отказаться от Минского формата мы не можем. Российская Федерация точно не будет отказываться от Минского формата. Они регулярно напоминают о том, что Украина должна, дескать, выполнять условия Минска и постоянно настаивают на том, что Украина не выполняет. А Украина регулярно, очень четко показывает, что как раз вот Минск Украина выполняет, а Российская Федерация регулярно его нарушает. Более того, всячески поддерживает тех, кто там засел на этих территориях так называемого ОРДЛО, постоянно нарушать эти договоренности. По сути, мотивируя агрессивную политику Кремля. Поэтому, к сожалению, альтернативы на сегодняшний день нет. Но есть альтернатива привлечения к нормандскому формату других сильных игроков, и в частности Соединенных Штатов Америки, а вообще в идеале двоих. Соединенных Штатов Америки и Великобритании, которая в том числе является подписантами Будапештского меморандума. Я думаю, что Украине нужно регулярно напоминать международному сообществу о том, что такой меморандум был подписан, и это были взяты международные обязательства, в частности и Америки, и Великобритания, защищать интересы Украины в силу того, что Украина отказалась от ядерного оружия. И это было в интересах всего мира, в частности, наших ключевых западных партнеров. Недавно Зеленский сообщил о том, что в ближайшее время уже будет понимание, когда может состояться встреча 4 лидеров в нормандском формате. В случае, если она не состоится, он заявил о готовности встречи с каждым лидером отдельно. Вот его цитата, давайте послушаем. Я вважаю, що найближчим часом має з'явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів нормандської четвірки. Але паралельно я готовий зустрічатися окремо з усіма лідерами нормандської четвірки і з лідерами інших країн, які підтримують незалежність України, щоб війна на Сході закінчилася. Пане Дмитро, правильно ли я поняла, что Зеленский не исключает возможности встреч лично, пане Карп Дмитро, лично с Путиным? Что это будет означать? Не опасная ли эта история? Учитывая сегодняшнюю агентурную игру внутри команды Зеленского, возможно, это опасная история. Я думаю, что Вагнергейт, так называемый, в скором времени расследование, которое проводится, и фильм, который готовится, покажет, насколько это опасная история. Сегодня фамилии, в принципе, людей всем известны. Стойкое отрицание Владимира Зеленского данной ситуации, она меня настораживает. Я думаю, что вот Дмитрий правильно сказал, можем не отказываться, можем переформатировать. Я неправильно выразился. Требование переформатировать нормандский формат и добавить туда Великобританию и Соединенные Штаты Америки, и мы можем этого добиваться. Это было бы прекрасно. Встречи Зеленского с каждым отдельно президентом, я не знаю, или дадут они на сегодняшний день какой-то глобальный результат или изменение в самом Минском формате. Я просто помню ситуацию с Грузией, когда встречи с отдельно президентами для Саакашвили и для Грузии закончились тем, что он согласился с тем, что Абхазии больше в Грузии нет. То есть так называемый договор Саакашвили-Саркози. Не знаю, я не готов сказать на 100%, что это будут какие-либо изменения. Вот требование добиваться присоединения стран гарантов Будапештского меморандума — это прекрасные требования, это бы изменило на самом деле ситуацию, в корне изменило бы переговорный процесс. Пане Васильев, если предположить, что действительно состоится по отдельности встреча нашего президента с каждым из лидеров нормандского формата, это что-то изменит? Я считаю, что президенту нужно по отдельности встречаться с господином Макроном,
с госпожой Меркель и вести серьезные переговоры о сотрудничестве в двустороннем порядке, ну и в том числе в предложении новых инициатив по решению агрессии Российской Федерации на Донбассе. Но мне кажется, что в отдельности встречаться с Владимиром Путиным это, с одной стороны, очень сложно, и об этом недавно говорил Курт Волкер, всем известный, а с другой стороны, это опасно, потому что я уверен, что господин Зеленский достаточно чувствует в себе достаточно сил, внутренних сил для того, чтобы вести переговоры, в том числе и с Владимиром Путиным. Но проблема заключается в том, что результаты встречи будут моментально трактоваться Россией по-своему. И мы это уже наблюдали даже в том формате, который называется форматом переговоров на уровне консультаций на уровне советников, да? Когда были встречи там Козыка и Ермака, и моментальные были пресс-релизы от господина Козыка, которые не соответствуют тому, что в реальности велось во время встречи на этом заседании. Поэтому здесь опасно, потому что будет моментальная коммуникация от офиса Кремля о том, что были согласованы какие-то договоренности, о том, что теперь Украина обязана сделать то-то, то-то, то-то. Но это будет точно не то, о чем, например, могло бы говориться во время этого двустороннего совещания, ну и тем более ни о каких там документах точно бы не шла речь. Поэтому в этом смысле здесь есть огромный риск и опасность, и вряд ли стоит украинскому президенту без свидетелей наших международных партнеров вести переговоры отдельно з Владимиром Путіним на этом історичному етапі. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Дмитро Васильєв був з нами на прямому зв'язку, політичний консультант, президент Агенції досліджень та аналітики «Рада». Пане Дмитро, вот у меня такой вопрос. Помните, некоторое время назад мы слышали и от Ермака в том числе, что готовится некий план по урегулированию ситуации на востоке Украины, о котором говорил и Арестович. До Нового года в РНБО нам обещали, что предоставят 5 вариантов урегулирования ситуации на востоке Украины, но как-то до сих пор ничего мы не увидели. Почему? Мое мнение, что та команда, которая вела переговоры с Козыком, непосредственно глава офиса президента, непосредственно еще некоторые люди, которые находятся достаточно на высокопоставленных должностях вокруг Зеленского, это люди, завуалированные проводники российского мира в Украине. И сегодняшний скандал, опять я напомню свой по поводу сдачи вагнеровцев, это ужасная вообще ситуация. Операция, которая готовилась долгое время, которая была слита и провалилась благодаря высшему руководству вокруг президента, а возможно и сам президент в этом был как-то замешан. Эта ситуация говорит о многом, и она вскрыла нарыв очень большой, который, я думаю, будет развиваться. Поэтому у них нет уже таких возможностей настолько грамотно подмигивать и подыгрывать Кремлю, идя на поводу у, скажем, Козыка, который был представлен как переговорный процесс именно вместо Суркова, именно для Ермака, как это было. Поэтому тишина. И нету никакого на самом деле плана. А господа, которые сегодня в этом участвуют, господа там и Подоляк, и Арестович, и многие другие, это люди, которые были увлечены не один раз и работали совместно с Килымником, это группой Манафорта, фактически, которая обеспечивала политтехнологию внедрения российского мира в Украине. То есть, что тоже говорит о многом говорит на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что команду придется тоже менять. Я надеюсь, что и Ермак, и Руслан Демченко в ближайшее время покинут свои должности. А дальше будем видеть.
Пане Дмитро, давайте перейдем к следующей теме и подробнее на ней остановимся. Перейдем к Соединенным Штатам Америки. Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает слова президента США Байдена о лидере РФ Путине, который назвал его убийцей. Давайте послушаем его цитату. Але з огляду на те, що Україна змушена вже 7-й рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати, я підтримую такі формулювання Джо Байдена. Ну а в МИД РФ заявили, что США не поддержали предложение президента Путина о проведении беседы с Байденом. Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства иностранных дел РФ. З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію президента Росії Путіна про проведення розмови з президентом США Байденом 19 або 22 березня цього року у форматі відеоконференції у відкритому режимі для обговорення двосторонніх проблем, що накопичилися, а також тематики стратегічної стабільності. К нашему эфиру сейчас присоединяется российский политический деятель Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте, я вас не слышу практически. Алло, а сейчас? Давайте я поближе поднесу, потом отнесу обратно. Скажите еще раз. Ну, давайте попробуем сейчас исправить. Вот сейчас я вас слышу. Да, хорошо, мы вас Только также... когда я очень близко к вам. Да, давайте попробуем еще раз услышать друг друга. Алло. Алло. Да, вот слышу плохо, но слышу. Давайте. Да, давайте начнем. Скажите, зачем Путин, по-вашему, затеял вот эту историю с проведением онлайн-беседы с Байденом? Беседа с кем? С Байденом. Ну, послушайте, он же должен был как-то отреагировать. Понимаете, Байден назвал его убийцей. Как не реагировать совсем нельзя. Реагировать так ему бы, наверное, хотелось. То есть там топать ногами, там перекрыть кислород, там начать войну. Он не может, да? Но он нашел какой-то такой промежуточный способ хихи-ха-ха спустить на тормозах, понимаете? Я думаю, что самое болезненное для Владимира Владимировича не то, что его Байден назвал убийцей. Ну, назвал и назвал. Байден все равно враг. А то, что он не может ему ответить, как хочется, понимаете? А не может ответить, потому что вот Байден может ему перекрыть кислород, а он Байдену не может. А почему не может? А почему не может? Я вот просто следила за реакцией российских средств массовой информации, и, значит, у Путина, у Пескова отреагировали довольно так слабо. А если посмотреть на там пропагандистские российские СМИ, то там такой вой поднялся, такая истерика. Почему вот такое вот разногласие? Но это не разногласие, понимаете? У них вот эта вот вся публика пропагандистская, она заточена на то, чтобы на заборе было написано «Осторожно, злая собака», и она лаяла периодически. Вот она лает, да? Важно же не то, что они лают, но они лают для внутреннего потребления. Ага. А то, что говорит Путин, это более важная вещь на самом деле. Кроме того, для него, конечно, очень тяжело то, что народу на самом деле наплевать. Понимаете, ведь смотрите, вот если бы действительно он был так популярен, как они говорят, если бы действительно люди связывали с ним там свои надежды на что-то там, на безопасность, на лучшую жизнь и так далее, то когда его так оскорбили, то люди бы по своей инициативе шли бы к посольству американскому, кричали «Янки, go home», там вообще и так далее, да? Ничего этого нету, вообще ничего. Но эти платные пропагандисты орут, а больше ничего не происходит. Кстати, вы заметили реакцию Эрдогана? Мне кажется, реакция Эрдогана была намного жестче, чем реакция Путина. Ну да, ну так Эрдоган одновременно отменил какую-то там конвенцию по защите женщин от насилия. Я точно не знаю, что он что-то там отменил у себя действующих. Но вообще, конечно, понимаете, Эрдоган поддержал, а мы тут принимаем это самое, как его, Хизбаллу, да, на высшем уровне практически бандитов просто. Ну, в общем, стыдно на все это смотреть, конечно, ужас. То есть, получается, на международной арене в лобовую не идут, а вот эти вот программы, шоу, истерика, вот такие мы герои на телевизоре, это вот как бы для внутреннего потребителя. Ешьте. Да,
Конечно, понимаете, в чем дело? У нашего режима уже давно есть вопросы, на которые он может ответить. Ребята, а почему вы так долго у власти? И зачем? Понимаете, сказать, что мы у власти, потому что вот видите, как жизнь улучшается, еще что-то такое сказать нельзя, да? Поэтому единственный ответ: мы у власти, потому что враги. Враги внутри, вовне, везде враги там. Украинцы, американцы, крымские татары тоже враги, я полагаю. Вот. В общем, все враги, все нас обижают. Эстонцы там. Вот. И нужно постоянное напряжение. Поэтому на самом деле наша пропаганда, она не отвечает на какие-то там вызовы, оскорбления, обиды и прочее. Она их ищет. Она ищет, на что бы обидеться и по какому бы поводу устроить истерику. Но тут Байден, конечно, им помог, потому что действительно такое заявление неординарное, мягко говоря. Даже Гитлера назвали убийцей только тогда, когда уже война шла. Поэтому, Ну вот если все же говорить о такой вот реакции Путина, можно ли сказать, что в принципе Путин понимает, что идти в конфронтацию сейчас и вот отвечать по-пацански, как принято в принципе у него, нет смысла, потому что он проиграет? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что он это понимает, и я думаю, что он переживает очень сильно из-за этого. Вот. Кстати, если говорить о нашей пропаганде, обратите внимание, никто из наших пропагандистов и официальных лиц, ну, они все ругают Байдена, Байден в деменции, Байден хам, Байден там вообще редиска, плохой человек. Вот. Но они не говорят очень важные вещи. Они не говорят: Путин не убийца. Вы понимаете, вот этого никто не сказал удивительным образом. Понимаете, удивительным образом никто не сказал, что Путин не убийца. Они сказали, что Байден плохой. Ну, плохой, хорошо. Договорились, Байден плохой. Дальше что? Какие процессы, как вы думаете, может спровоцировать вот эта перепалка между Байденом и Путиным? Что дальше? Можем ли мы сказать, что уже началась холодная война? Ну, холодная война давно началась. Ну, чего, ребята? О чем вы говорите? Это давно случилось. А последствия, я думаю, что последствия будут плохие в основном. То есть, знаете, какие будут последствия для Америки, я не знаю. И, скорее всего, Байден это говорил, исходя из внутриамериканской ситуации. Ему это надо было сказать. Возможно, они будут хорошие. Возможно, будет хорошее последствие в смысле его отношений с союзниками по НАТО. Может быть. Не мое дело судить, это американцами, это есть европейцы. Вот. А какие будут последствия для российско-американских отношений? Конечно, плохие. То есть наше руководство понимает, что какие-то вещи, на которые оно могло рассчитывать, они не получат от американцев. Не получат, да? И санкции дополнительные, и, в общем, руку будут держать на горле вот так по возможности и так далее. И будут, конечно, последствия внутриполитические. То есть я думаю, что у нас будет усиление репрессий. Я думаю, что весь тот оппозиционный сегмент общества, который хочет другой политики, другой жизни в нашей стране, он попадает в ситуацию еще большего риска, чем раньше. Потому что наша власть, конечно, пойдет в разнос. Если российские пропагандистские СМИ уделили большее внимание вот этой фразе «Айду», то западные средства массовой информации больше уделили внимание фразе Байдена о новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы США. Боятся ли сегодня санкций в России? Говорят ли что-то об этом? Ну, понимаете, что? Те же пропагандисты говорят, что от санкций нам только лучше, мы крепчаем, понимаете? Что они делают, а нам только лучше от этого. Такая вот интересная санкция. На самом деле, те люди, которые говорят всерьез, или которые понимают, что происходит, они понимают, что это ужасно. Это ужасно, это все разрушающе. Причем, понимаете, это не то, что вот они ввели санкции, там, я не знаю, в понедельник ввели, в четверг, значит, наша экономика рухнула. Ну нет, конечно. Это все очень долгосрочные, долговременные последствия. И рассчитано это на длинную дистанцию. Но в этой длинной дистанции это, конечно, удушение подушки. И вот все же резюмируя, как вы думаете, вот эта фраза Байдена, вот ее в будущем будут сравнивать с речью Уинстона Черчилля, с фултонской речью Уинстона Черчилля? Или же вот в период, когда все смыслы и слова мы обесцениваем, вот эта его фраза канет в лету? Нет, вы знаете, я думаю, что не канет. С фултоновской речью уже сравнивают с фразой Рональда Рейгана о том, что Советская Союз — это империя зла. Но и фултоновская речь, она блестящая совершенно, я ее читал неоднократно и всем советую. И фраза Рейгана об империи зла касались политической системы. Но Рейган не сказал, что
вот конкретно генеральный секретарь – это воплощение зла, это воплощение дьявола, да? И Черчилль этого не говорил. То есть на самом деле это впервые вот такое жесткое обвинение лично человеку. И в этом смысле это абсолютно уникальная фраза. Вы знаете, посол США забыл первое имя, Буллит, в общем, был посол, знаменитый посол США при Сталине, он писал Рузвельту, что Сталин кровавый убийца. Рузвельт это не обнародовал, знаете, а Байден это сказал. Поэтому я думаю, что это останется в истории. Это новый этап нашей жизни. Спасибо вам большое, Леонид Яковлевич. Спасибо большое. Леонид Гозман, российский политический деятель, был с нами на прямой связи. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не отключайтесь от первого крымско-татарского телеканала АТР. Подписывайтесь на сайт телеканала atr.ua, это наш адрес. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну и подписывайтесь на YouTube телеканала АТР, на нашу YouTube-страницу. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Корушкенджи буквально через несколько минут.
Селам алейкум, қайырлы ақшамлар, Сайгыл АТР телеканалының телесүйержілері. Сейф АТР Қырымның сесі яйында олмалы деген марафоны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам, невбеттеке 30-35 даққа девамында Қырым ве Қырым етрафында өзберген сұнки ве ең актуаль хаберлеріні музакере етежекміз. Сіз де бұсым яйнымызға қошыла білесіңіз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасына тақдим етте 073 419 41 58 Вайбер vasıtasıyla stüdyamızga bedava şekilde telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni de kullanabilirsiniz. atr.tv bu bizim adresimiz. Buyurunuz telefon açınız, sorularınızı seslendiriniz. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Stüdyamızın musafiri ise Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Sinveraga Kadyrov. Selam aleyküm, hoş geldiniz Sinveraga. Aleyküm selam. Nasılsınız? Allah'a şükür. Sinveraga biz de Cuma günü işte siz yayınımızga hoşuldunuz ilmeğe, yayınımızga hoşuldu ve biz bu 1992 senesi Ukrayna Yukarı Şurası binası yanında ötkerilgen Kırım Tatarlarının protesto aksiyalarını muzakere etmeye başladık ki bu meseleni şimdi böyle tavsiyatıcı sizinle laf etmeye isterim. Çünkü siz anda faal iştirak etken vatandaşlarımızdan biri ediniz. O günü nasıl hatırlarsın? Nasıl başlandı? İşte onu Ağır bir sual verdim. Niçin degende hakikaten de onu başlangıcı biraz o Kırım'da başlangan edi o aksiya. Çünkü men aytkandayn keçken yayında hatırlagandayın bu okuyunda yani Kırım Tatar Milli Hareket Teşkilatı'nın Merkezi Şurası toplaşığında bu mesele koterilgen edi ve hali olungan edi şu şekilde böyle bir karar alıngan edi aksiya geçirmege ve şu an Kenede şu toplaşıda ayrılgan edi iş gruppası. O iş gruppaga aynı zaman ben de kirgen edim ve bizler o hazırlıkını başlagan edik. O hazırlıklar elbette çok vakit aldı ve çok güç aldı. Niçin degende aynı zaman bu aksiyada tek Kırım'daki olgan vatandaşlarımızdan da gayrı hatta Uzbekistan'da yaşayan vatandaşlarımız da iştirak etken ediler, koşulgan ediler. Daha bu sonra İbrahim Çigirtma hatırlagandayın gecenen kelip çıktılar bular Kiyev'ke adresleri var yatakhanenin adresi ular kelip çıktılar ve lakin yatakhaneye ularını koymaylar. Niçin degende ulardan bu resepsiyondan sonra ekenler haydan ular değiller Uzbekistan'dan. Ular değiller yok. Bizler anlaşmamızga göre tek Kırım Tatarlarını koyma çaremiz var. Halbuki ular aklına da getirmeyediler. Uzbekistan'dan gelgen Kırım Tatarlar olgan. Onun için eğer de böyle bir tasavvur etseniz bu coğrafyana aksiyada iştirak etken vatandaşlarımızın elbette hareketke kalma mümkün. Niçin degende biz bugün istegenimizde böyle bir aksiyalar geçirip olamayız. Niçin? Niye deniştir? Gelin şundan başlayalım. Yani aksiyonu nasıl topladınız? İnsanlarını nasıl celp ettiniz bu aksiyada? Siz bilesiniz o aslında bir günlük işde geldi. Milli Hareket yıllar devamında halkla çalışıp durup ona ruhuna kotermek, ona hareketke celp etmek ve hareketin neticesini göstermek. Bilesiniz, siz bugünkü günden tenleştirecek olsanız olmaz. Niçin degende bizim ekseriyetle 20 yıl devamında olup geçken aksiyalarımızın bizim şehirlerimizga bakmadan nenin biteydi mandat ve kaysı bir hakimiyetteki bir-iki yerler. Olan olacağı. Men aytmam ki koz boyama. O bilesem, manda dünya bakışından bakla.
Ne için degende bazı insanlarımız ve nesi var mında acınıklı, menimce acınıklı. Böyle insanlar çokluk, şimdi çoklukunu peyda ete bu milli hareketimizde aynı zaman kurultayının ve milli meclis azaların sırasında böyle bir düşünceli, böyle bir fikir eterler. Yani bizim milli meselemizin çözülmesi bu kaysı bir hakimiyetteki yerlerini almak. Yaxşı. Yani bunda da bir mantık olabilir. Demek hükümetke kirsen, hakimiyetke kirsen, yani Kırım Tatarlarının meselesine böyle oge sürmek ve kabul etilmesine sebepçi olmak degen mantık var menimce. Yani bu fikirde değil mi? Elbette var. Lakin biz bu 20 yıl geçken göz önünden geçirsek, biz görürüz ki o ne zaman olabilir? O günden yani başından mesele çözülmesi kaysı bir anlaşmalarga yani hükümet bir taraftan ve Kırım Tatar halkı ikinci tarafından kaysı bir anlaşmalarga gelip toxtalmasa devlet tarafından aklarımız resmi şekilde tıklenmesi bu taktikanın neticesi olmayı ve biz koruyamaz. Niçin degende bilesem o bunda büyük problem yoktur. Kim devlet başında olacak? Yani biz Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti'nin kozogunu alacak olsak anda onun farkı yok. Lakin o Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti olmalı. Bizim milli aklarımız tanılmalı ve o nisbetten bizim tilimiz çalışmak gerek. Aslında bu biz Kırım Yarımadası'nı alsak bizim tarihimiz çalışmak gerek. Geçmişimiz, bugünkü ve geleceğimiz. Ama eğer alacak olsak misal olarak mına taktika hakkında aytasınız da 92 senesi de ötkerilgen aksiya bir şeyge yani getirmedi. O vakit da çözülmedi mesele. Ben aytmadım ki 92. senenin aksiyası burada bir neticelerge getirdi. Kaysı bir neticelerge geldik bizler. Nege? Yok, şahsen o zaman da bu aytayık merkezi şuran azalarının arasında da o bölme olup geçti. Niçin degende bizler teklif ettik, elan ettik. Demek ki Kiev özünü yüzünü gösterdi ve endi biz değil de Kiev bizim ogumuzga gelir Kırım'a ve ekseriyetle hareketimizin Kırım'a geçirip ve Kırım ve alazırda halkara teşkilatlarla ve aslında halkara meydanlarda çalışmakını teklif ettik. Halbuki barada başka biz şahsen özümüzün subjekt tanıtarak çalışmaya teklif ettik. Halbuki barada öyle soy insanlar, onlar değiller yok biz Kiev meselemizin çözecek ve bu meselemiz bunda bakılmalı. Ya şunu soramağa istedim Sinaver ağa, mına bizim talaplarımız da 92 senesinden bu günge kadar değişmedi. Yani bizim aklarımızın gayrıdan tıklenilmesi, Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyetimizin, Teriteriyal Cumhuriyetimizden kurulması, yani bu talaplar hala bu günge kadar aktual. Ya bizge bu talaplarını vermegen, yerine getirmegen, bizim hakkımız olganını vermegen Ukrayna hükümetinin motivasyası bu 30 yıl içerisinde değişti mi ya da aynı kaldı? Yok. Halbuki aynı. Niçin degende birkaç sene bu 14 seneden başlap
айтайық бұл 19 senesine kadar biraz denişken dayın olup göründü ve lakin neticesini görmedik. Ya nedir motivatsiya? Esas haqiqiy motivatsiya aytqanlari Kimin? degil To'xta. Ukraina hukumatının. 30 Келin боле yapayıq. Biz doğrusunu aytqanda da Ukraynanı siyasi nisbetten bizim meselelerimizge alıp bargan taktikasını aslında ve hareketini cinayi hareketi olğanını, cinayi siyaseti olğanını eğer de başlasa açıktan açık aydınlatma belki Ukrayna halkı da biraz öz hakimiyetine başkaca bakmaya başlar. Niçin degende bizni bu alga kaldırgan tek Rusya değil. Rusya başladı bu meseleni ve lakin Ukrayna'da devlet şeklinde koşuldu ve kol tuttularga. Bizi unutmayıq 54 seneden başlap Kırım ende Ukrayna sınırlarındaydı ve eğer de bu Kafkas halklarını, Çeçenlerini, Balkarlarını ve ilahire uların 56-57 seneleri kaytıp gelgen göz önüne alsak tamam deyende o seneleri Ukrayna bizge çok ayak çalganını görerek. Niçin degende ta 89 senesine kadar toxtamay uların kararlarını eğer de öğrenip gelsek uların kararlarının neticesinde bizler aslında Kırım'a kayıp gelmez edik. Ve aynı zaman 89'dan 90'a 91 seneden bu yana ende Moskva tek Moskva habatlı demeye olmayın. Niçin degende 91 senesinden başlap Ukrayna ende bağımsız ve unutmayıq ki Ukrayna 91 senesinde özünü bağımsızlığını elan etkenine bakmadan o halkara aytayıq uxlarına esaslansak o 48 senesi onun teşkilatının teşkilandırıcı devletlerinden biri. Demek olar bilesiz bütün Sovet Respublikaları aytayıq bu SSR yapkan bu sürgün etken halklarga yapılgan cinayetlik o tek Moskva değil de bütün respublikaların boyuna şey. Yani ne deysiniz? Bugün Ukrayna hükümetinin başlığı olan insanların kafa yapıları, baş yapıları da bu işte Sovetlerden kalma miras mı var? Yani bu sebepten mi olar bazı şeylerini kabul etmeyi istemiyorlar ve bizlerge binayen böyle hatta korku da var deyip düşünmek. Bizim meselemizde kelgende evet. Bizim meselemizge kelgende. 2014 senesinde yüz bergen hadiseler bunu deniştirmedi mi? Az olsa da. Yok deniştirgen dayın oldu. Niçin degende hakimiyet ozu şaşmalağandan sebep halkın aytayıq böyle halkın çokça eşite başladık. Hakikatinde Ukrayna halkın içinde çok öyle soy insanlar kimler tanıyı bizlerin aklarımızın. Bizim talaplarımız akı ve yerine getirmek gerek olğanını tanıgan Ukraynalılar çok. Ve lakin onlar devletin içinde çoklukta girdiler. Ve hakimiyetin başında aslında başka soy insanlar. Onlar Kırım'ını öz vilayeti dayın
bakıp kullanmaya tırışalar. Ularını meraklandırgan anda bu Kırım'ın toprağı, Kırım'ın yalı boyu veyle. Çuburik, deniz. Yok, çiberek ularını o kadar meraklandırmıyor ama çiberekin ular mecburi alda kabul etmeye mecburlar deyin. Niçin degende siz bilesiniz, ular toxtatıp olamadı da bizim kayıtımızın. Eğer de 91 senesine kadar bizler çokluk olup kayıtmayan olsak, 91 seneden sonra biz kayıtıp olamaz edi. Eğer bu 30 yıl içerisinde biz bu işte aldansak tekliflerge, aldansak işte berilgen makamlarga, aldansak aytılgan sözlerge ve beslegen umutlarımızga, demek ki taktikanı değiştirmek vakti geldi. Men misal olarak menimle birçok insanlar razı olur ki endi is etile bir şeylerinin değiştirilmesi zarur olganını. Çünkü bu endi böyle duygular seviyesinde bile hissetili vakit gelgeni bir şeylerini değiştirmek gerek olganını ki mına 30 yıldan beri mına göremiz yapkan faaliyetlerimiz ne kadar doğru olsa da ne kadar taraflarımız mantıki cihetten, akli cihetten doğru olsa da yerine getirilmiyor. Geliniz beraberlikte düşüneyik şimdi. Nasıl bir taktikanı işletmek gerek? Nasıl yani bir taktikanı işe kirsetmek gerek ki neticede endi bir netice olsun. Bilirsin, bu yıllar yani 4-5 yılın içinde şahsen men ve fikirdaşlarım birkaç tane neler teklif etken ediler. Halbuki bizlerini ya da eşitmiyorlar ya da istemiyorlar eşitmeye. Niçin degende bilirsin. Şimdi bizlerin ne çaremiz olacak, ne ben bilmiyorum ne kadar ona faydası olur ya da yok bu aksiyalar şeklinde yani piket ve ilahiri. Bizler çoktan teklif ettik yani bu halkara kongreslerine geçirmeye, konferensiyalar geçirmeye, kongres degenime bakmayın, konferensiyalar. Ben sandım ki bütün dünya Kırımtatarlar Kongresi çerçevesinde ya da değil. Yok, kim onu teşkilandırıcı olacak, onu çok nesi yoktur benimce. Dünya Kongresi olacağım. Milli Meclis olacağım. Belki ve aslında cemaat teşkilat toplumlar olacak. Onun farkı yok. Biz onu çoktan yapmaya başlardık. Ve lakin içimizdeki olan narazılıklar vermiyorlar bu meseleyi insan şekilini yaxşı alıp geçirmeye. Niçin degende illa tapıla güçler kim başlay ayak çalmağa. Onun için mında men belesem biz böylelikle halkara cemaatini, aslında dünya cemaatini hazırlamak gerekmez ve gelir gün biz bekim aksiyonda geçirmeye çaremiz olur ve lakin o zaman o aksiyonu küçüğü artar çünkü o güneden yapılgan işlerin neticesi olacak. Kim çıkacak aksiyaya sizin fikrinizce? Ben hatırlamayın bu 18 Mayıs edimi başka bir tedbir edimi bayrak götürecek çok insan yok idi ne yazık ki. Şimdi pek balaban bayrak diktim. Pek galiba pek böyle kilometrelerce bir bayrak diktiniz galiba ama ne yazık ki yani böyle çünkü işgal edilgen Kırım'da insanların işte sadece bir aksiyaya çıkmak imkanı bilmeyeyim var mı yok mu vardır ama bilmeyeyim belki o kadar celp edilmedi. Mında Kiev'de çok Kırım Tatar neden sebep? 14-15 senesi hatta 16 senesinin yarısına kadar mümkün edi beklemeye Kırım'dan. Yaşındı. Şimdi Kırım'dan
bekleme düşmeyin üçün degende birinci taraftan bir taraftan ular için o Tehlikeli. haflı. Evet. Tehlikeli. Bu birinci. İkinciden neden sebep bizler yapacak işimizin mındağı yani Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarlarının Kırım Tatarlarına esaslanmayıp arka diremeyip ularını göz önüne alamız da Çok güzel fikir ama ular kelse biz çoklaşacağımız. İkinci taraftan biz deyken de mında tamam deyende 30-50 binim Kırım'dan çıkan insanlar var. var ama onların iş alıp barıla mı? Ben o kadar calın bilmeyeyim niçin degende vaktinin o meselelerini kotererler aytalar emiş nasıldır işler al barılganına. Lakin ben bilmeyeyim bir şey etip olamayım niçin degende eğer de al barılgan olsa böyle bir siz aytkandayn böyle bir tedbirlerde onun neticesini görerdik. Eğer de görünmese demek o işler ya da zayıf albarla, yanlış albarla ya da ben bilmeyeyim neden sebep biz onun neticesini gördük. Da böyle bir fikir ifade etilgen de demek bizim dünyada birçok ülkelerde, memleketlerde diasporalarımız var. Bazı ülkelerde milyonlarga yetken diasporalarımız mevcut ki Türkiye hakkında aytam, anda 5 milyonga yakın Kırım Tatarı yaşay. Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'ne aytkanına göre demek Romanya'da 30-40 bin Kırım Tatarı ve dünyanın da birçok diğer devletlerinde böyle 100-200 binden ibaret olgan diasporalarımız mevcut. Yani belki bu diasporaların faaliyeti böyle aktifleşse ve onlar o devletlerge müracaatlar etip işte bizim meselelerimizni daha fazla anlatsalar ve o devlet temsilcileri işte bilmiyorum Türkiye'ni alacak olsak Ukrayna hükümetinin bu meselelerde müzakereler yürütse bu meselenin mühimliğini o taraftan da anlatsa ki bunda da biz anlatamız belki daha semireli olur edi. Ya da endi işe kirsetile böyle gaye. Ben bilmeyeyim niçin degende tamam deyende Milli Meclis yani bu bizler kurultayını yanadan çağırganızdan endi tamam deyende 30'dan artkaç geçti. 30 sene olacak. 91 senesi. Milli Meclis temsilcilikleri var idi. Lakin Milli Meclis temsilcileri meseleni anlandayın özleri alıp baraydı. Ama böyle merkezden onların o günde koyulgan kaysı bir meseleler böyle kesinlikle koyulmaydı ve aytayık böyle vazife verilmeydi. Biz milli meselemizin aslında ne şekilde çözülmemizin taktik şekilde, stratejik şekilde işlep çıkarmamız gerek de ve onun neticesinde işini alıp barmak gerekmez. Bu vaktince bu 18'den 18'ge değil de her Allah'ın günü iş alıp barılmak gerek. Ya kim buna keder etti? Kimse keder etmiyor ve lakin neçindir öyle iş alıp barılmıyor. Siz soraysınız bana 30 seneden beri gene şu meseleler durmakta, evet durmakta. Ve lakin böyle bakacak olsak biz kaysı bir neticelerge eriştik mi desek men derim yok, kimdir aytar eriştik. O da aklı olacak ve lakin men erişmedik desem men umumen meselemizin çözülmegenini göz önüne alam. Kimdir aytar biz yıllar devamında bilmeyeyim mektepler açtık ve ilahiri. Yaxşı doğrusunu aytkanda o milli mektepler değil edi.
O milli mekteplerde geledi. Ve gene de biz özümüz de aytamız da bu 30 senenin içinde tilimiz daha beter zayıflaştı. Ama şimdi konsepsiyani tizdiler, tizmege devam ettiler. Bu böyle müsbet bir signal değil mi? Men isterim onu hakikaten de bir müsbet adımlar şeklinde kabul etmege. Eğer de bu eskicesine bu ta Sovet hükümetinin kundan kalmalı taktik olmasa, bu propaganda şeklinde olmasa, niçin degende onu bağlayırlar bu tamır halklarının tilleri 10 yıllığına. Doğru mu? Halbuki Kenya'da Kırım Tatarlarının vaziyetini göz önüne alıp durup değil de, yani bu halkara programmanın çerçevesinde öz hareketlerini göstermeye, yani devlet şeklinde eskicesine ayıttırdık ne koymaya galoçku. Ben onun için bu yerde bir şey etip olamayım. Nasıl olur o Kenya'da özümüzden bağlı. Ne kadar bizler bu meseleni propaganda şeklinde işlettirmeye vermesek, hakikaten de bu tilimizin tilimizin canlanmasının meselesini çözeyik desek, demek böyle bir düşünüp bakarak kaysı bir adımlarını yaptırtmağa devletke ve çalışarak o hareketlerini yaptırtmağa. Gençlerden sizin fikrinizce yeterince mi faaliyet ve iş alıp barılar şimdi? Yani Kırım Tatar gençlerinin. Ben bilmeyeyim niçin degende kim gençlerinden alıp barmak gerek? Gençler o 15 yaşına bağlar değil de. Evet. Tamam deyende 30 yaşına, 25 yaşına ali malumatlı insanlar. Onların özünün dünya bakışı var. Ular özleri görmek gereken de kaysı bir uların özünün taktikası olmak mümkün. Siz anlaysınız benim ne etmek istediğimi. Benim etmek istediğim şu, yani ben ne için gençler meselesini şimdi koterdim. Misal olarak siz 92 senesinde yüz bergen hadislerden başladık bizim subjetimizni. Yani sizin gibi insanlar bunu geçip korgen insanlar, yani 30 yıldan beri aklarımızdan tıklanılması vesaire bunlarını talep etken insanlar bizge, gençlerge, bana, bilmem başkalarına yani bunu böyle miras olarak aktarması zarur. Gerek. Çünkü biz yani sizden kelgen nesil olarak sizden sonra Kırım Tatarlarımızdan haklarını korçalamak, Kırım Tatar halkı için kureşmek ve ilahli bunun için bunu özümüzge böyle bir misiya edinmek gerekmizde halkımız joyulmasın ileride. Yani bu mirasını biz sizden almak gerekmiz ve böyle preemniçeство degen bir şey vardı. Yani bu olması gerek ki normal ülkelerde, normal devletlerde yani bu ola. Bizim temsili organımız var. Bizde siz gibi insanlar var. Yani sizin bizlerge özünüzün tecrübenizni aktarmanız, anlatmanız, bizim gayelerimizni, bilmeyen fikirlerimizni ömürge geçirmege yardımcı olmanız bu mühim hareketlerden biri. Yani bu böyle stratejik mesele. O sebepten sonra. Razı değilsiniz? Yok, ben anlayayım. Niçin degende bilesiniz, kıyın etme, niçin degende siz kotergen meselelerinizin o doğrusunu aytkanda o Milli Meclis azalarının o günde koyulacak meseleler. Niçin degende o siz aytkan işini böyle struktur şeklinde alıp barmak o Milli Meclis'nin vazifelerinin birisi. Men Milli Meclis azası olmağandan sebep. Ama olgan ediniz. Yok, men olganda, evet, men olganda, men bu regional ve yerli meclislerinin idaresinin rehberi edim ve o işini alıp baraydım.
bizde yaşlarla yani bu marif işlerle işini alıp bargan başka idareler de. Ve lakin gene de bu bizim idaremizin işin çevresinde biz bu işlerini de albaraydık. Niçin degende mektep olsun, yaşlar olsun, bu regional meclisler, yerli meclisler yardımıyla amelge geçirileydi. Mektepni kimse Ahmetçik'ten içkide açtırıp olamaydı. İçki regional meclisi, içki kasabanı yerli meclisi eğer işini alıp varmasa ona merkezden açıp olamaydılar. Ve bizler tırışaydık regional ve yerli meclisler umumen bu kurultayının stratejisini amelge geçirgenlerine. Şimdi buna keder etken sadece işgal mı? İşgal yani. Çünkü imkanlar yok. Kırım'da evet o işin içinde alıp barmak. Şimdi düşünmek gerek. Andaki vaziyetini bilmek gerek. Anda olmak gerek. Andaki vaziyetini göz önüne alıp durup kaysı bir işini kene de menimce alıp barmak mümkün. Lakin andaki insanlar onu biliyor. Ama mında biz şimdi o işlerini gerekli derecede alıp barmağanımız görünüp durar. Siz yaşlar degende ben biraz başkaca bu meseleye bakam. Niçin degende yaşlar öz hareket, öz dünya bakışında. Beyler, ular biraz serbestler. Ular çetten görebilirler hareketinin alını, halkının vaziyetini ve özleri halkının kaysı bir parçası olgandan sebep ular milli hareketinin yani aynı zamana layık milli meclis ve onun strukturalarının işini güçlü tarafını, zayıf taraflarını ular özleri görebilirler. Ular özleri duyabilirler çünkü onlarla nasıl iş albarılsa ular onu bilirler. Eğer albarılmasa demek albarılmay. Albarılsa ne şekilde albarla, bunu yanlış tarafı var bilmeyeyim daha kaysı. Bu meselelerin tahlil ederek özleri bir kaysı bir neticeni çıkarmak gerekler. Ve oğa esaslanıp durup öz taktiklerini işlep çıkarmalarının çareleri var. Aynı zaman bizler men uların yaşında olganda böyle fikir eteydik ve hakikaten de biz bu aytayık milli harekette o zaman teşkilatlar değil, akıntılar var idi. O akıntılarla nispeten biz öz narazılığımızı bildirip durup özümüz kaysı bir yollarını başladık işlep çıkarmaya. Buna son olarak şunu sormağa isteyeyim. Naveraga nasıl düşünüyorsunuz milli hareket iştirakçısı, veteranı olarak? Kırım Tatar milli hareketimizin şimdi stratejiyası, yönelişi, istikameti nege yönelikli? Ve nasıl şekilde şimdi Turay, nasıl tasvir eterdiniz şimdi milli hareketimizin faaliyetini, yönelişini ve en mühimi stratejik olarak kayda ketkenimizni? Bilesem, men bilesem biz kişiyatımızın şimdi özümüz de çok yaxşı anlap olamayıq. Niçin degende biz şimdi bizim çünkü taktikamız zayıf. Neden ibaret bizim taktikamız? Biz aydınlatamız özümüzün meselemizin, milli meselemizin ve biz bilemiz kim onu çözecek. Misal olarak devlet. Ve o devletin önüne koyamaz. Bunu çözmek gerek. Devlet çöz. Böyle halde ne yapmalı?
Mına eğer de talil edecek olsak, biz halk olarak yurtumuzga kayıtıp gelgenimizin taktika ve onun neticesinde biz meselemizin tübünden çıkanımızın göz önüne alacak olsak, biz görürük ki bizim yanlış işletken taktikamızın bugün. Ve aslında bu 20 kaç senenin içinde o zaman da bizler dedik devlet kaytarmak gerek. Ve devletin o ne o meseleler koyarıydık. Ve devlet çizmegenin özünde biz doğru saydık halkozu kayıtmak gerek. Kimseye işanmayıp durup ozu kayıtıp varmak gerek yurtuna. Ve öyle de yaptık. O taktikada ne kadar bizge ayak çaldılar, ne kadar karşılık gösterdiler. Ona bakmadan biz birlik olup biz bu meseleni özümüz çözerek dep çıktık yolga ve çözdük. Yani ne deysiniz şimdi teşebbüsünü öz koluna mı almak lazım? Hükümetten azat edilip. Biz onu teklif ettik de 90'ncı senelerinde. Toktans, ya bunu praktik olarak nasıl gerçekleştirmek mümkün? Eğer misal olarak biz avtonomiya desek, tamir halklar bu kanuni cihetten parlamento kararının alıngan bir şeyler. Biz praktik olarak Ukrayna parlamentosunun desteği olmasa bu kanunları nasıl işe kirsetip gerçekleştirebiliriz? Aslında Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin asıl olmasını göz önüne alsak, onu tarihine göz önüne alsak, biz görürük ki bu parlament kararları o fakt olarak hem de olgan meseleni tasdiklay. Ve o zaman da 17'den başlap ta 21 senesinecek ne kadar bir taraftan Moskva sonra oğa Kiev de koşuldu. Hep oyunlar albaraydı, tırışa edilir anda bizge devletçiliğini yasak etmege. Kaysı bir şekilde olsa da. Yani şimdi bizge Çelebici-Hanlar, Seydametler mi lazım böyle özümüzün devletçiliğimizi ilan edecek olacaklar? Ben bilesem Çelebici-Hanlar da Seydametler de var idi. Halbuki başka güçler ben bilesem ahır sonu başka güçler geldi. Niçin degende siz unutmayın. 21 senesinin muhtar cumhuriyeti eğer de milli firka olmaganda, eskadronlar olmaganda ve o eskadronlarga ve milli firkaga ekseriyetle halk yardım etmeyen olsa, kol tutmagan olsa 21 senesi muhtar cumhuriyeti olmaz eder. Çünkü yıllar devamında hep tırışa edilir kaysı bir hakimiyetin tızıp ve lakin o hakimiyette bir iki tane Tatar olacak ve lakin ekseriyetle bu Kırım Tatar muhtar cumhuriyeti değil de ya da Kırım Tatar cumhuriyeti değil de umumen kaysı bir teritorial aytayıq muhtariyeti olacak edi. Kıtada bunu yapmak mümkün mü sizce? Bizler ne yapmak mümkün? İlan etmek özümüzün işte Kırım Tatar teritorial muhtar cumhuriyetini Kırım'da. Bizler eğer de Kırım'ını joyacak olsak heybet mümkün. Niçin degende bak. Sözünüzü ayttınız da biz bunu teklif ettik. Şimdi aytasız mümkün değil. Kırım'ını joyarımız.
не вақыт мен айттым 90-шы сенелерінде Я шынды, мен шымдыны Yok. айтам. Шымды имкан жоқ. Şimdi de çare бар еді. Ve lakin bu yerde biz gerekli derecede çalışmadık Ukrayna'yla. Aslında Kırım'ın muhtariyetini mında netmege yanıdan kurdurtmağa ve lakin olur еді işgal tübünde olgan ne ve serbest olgan topraklar. Bunun üstünde çok çalışılmadı. Ama bu böyle çok büyük bir gaye, üzerinde çalışması çok gerek olan bir gaye. Bundan da gayrı böyle de fikir ifade edilir. İşte Ukrayna kıtasında правительство в экзиле, yani Kırım'ın bu экзилde hükümeti. Ama benim anladığıma göre Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin hükümeti. Sizin fikrinizce bu gerekli bir şey mi? Bir gaye? Bu bizde çok severler böyle bir büyükten büyük netmege правительство в экзиле. Eğer de biz demek ben kabul ettim. Ukrayna onu kabul ettim. Niçin degende что такое в экзиле? В данном случае экстерриториально mümkün anlamağa. Niçin degende Kırım yarımadasından dışta. Ve lakin Ukrayna'nın çevresinde. Doğru mu? Evet. Biz Peki, sınır bir dışı taraftan değil deyik aslında, evet. Kırım, bu Ukrayna, ikinci taraftan biz deyik bu çetel Vıgzili. memleket değil, Bu biraz mantıksız. Onun için İki dakika. eksterritorial evet mümkün edi. Ve o teklif de gene de o teklif etkenlerinin biri ben edim. Halbuki onun üstünde çalışılmadı. Ona mümkün edi fakt olarak başında yapmağa ve sonra Ukrayna'nın mecburi alında o faktını resmileştirmeye. Ve lakin bu işini albarmak gerek edik. Milli Meclis, cemaat teşkilatları ve Kırım'dan çıkan Ukrayna vatandaşları, bu Ukraynalılar olar mı, Ruslar olar mı birlikte yapmak gerek edi. Halbuki ne yazık ki bizim meselelerimizin haricinde bizge ona ayak çaldılar bizim meselelerimizin haricinde ne yazık ki Ukrayna'nın özünde de çözülmegen ve çözülmesi zarur olgan ne yazık ki birçok meseleler kalmağa devam edip. Çok sağ olunuz Seneverga stüdyamızga gelip suallarımızga cevap bergeniz için. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Senever Kadyrov stüdyamızda musafir edi. Biz Zaman informasyon programmasına tezden estafetini beremiz sevgili arkadaşlar. Sonki haberler şimdi seyretiniz. Görüşkенче. Sağ olun. – 170-ту річницю відомого не тільки в Криму, а й далеко за його кордонами Ісмаїла Гаспринського відзначають в його рідному Бахчисараї. До його могили прийшли члени меджлісу та головні редактори кримсько-татарських газет «Крим» та «Авдет», щоб прочитати за нього молитву. Гаспринського називають першим медійником кримських татар та всього тюркського світу. Гаспринський народився в селищі Улу-Сала біля Бахчисараю. Своє прізвище успадкував від батька, якому його зареєстрували при отриманні дворянського шляхетства. Ісмаїл теж пішов у військові і навіть провчився у Воронезькому військовому навчальному закладі, а потім у військовій гімназії Москви. Проте, не закінчивши навчання, він повернувся до Криму і став вчителем початкової міської школи. Кримський просвітник казав, що єднання – сила, а ворожнеча – загибель людей взагалі і у всіх сферах життя. Саме через свою
свою газету «Терджіман», що стала популярною від Бахчисарая до Японії та висвітлювала світові події, він об'єднав тюркський світ у шлях пантюркізму, в основі якого лежать ідеї щодо необхідності політичної консолідації на основі етнічної, культурної та мовної спільності. В оточенні високих парканів та спецслужб жителі селища Олива на південному узбережжі Криму обурюються, їх тіснять маєтки окупаційної верхівки. Ще з радянських часів тут будували державні дачі для партійного керівництва. Тепер на понад 200 гектарів стоять вілли російського президента Владимира Путіна та екс-прем'єра Дмитрія Медведєва. А колишній санаторій Таврія після окупації став санаторієм ФСБ за 6-метровим парканом. Всюди камери відеоспостереження та працівники охорони кремлівського володаря. Місцеві жителі не можуть навіть пересуватися навколишніми лісами. Закрили прохід до моря, забороняють підключатися до каналізації та комунікацій. Окупаційна влада відмовляє місцевим навіть в перереєстрації ділянок відповідно до російських законів. Тепер люди бояться, що їх і похотів виселять з осель. Для нас вот до туда чертова лестница и до гор охраняемая зона, не территория, а зона, как в тюрьме. Мне, пожилому человеку, окунуться в море, мне надо ехать или в Форос, или куда еще там? Кострополь, Жуковка. Это значит мне 5 километров спуститься до трассы и по трассе еще куда-то. А раньше мы спускались прямо вот отсюда и к морю. Я пошел в лес и машину оставил в съезде от дороги. То мне прокололи, спустили шины и наплевали на капот семечек. Когда я колеса накачал, я приехал, меня уже ждали с распростертыми объятиями и объяснили, что близость объекта, и я неправильно припарковался типа. А в том году женщину при выходе с чертовой лестницы остановили и оштрафовали на 3000 рублей. За неправильную парковку или за что? За посещение леса. А я же говорю, так это ж туристическая официальная стропа. Как же на ней можно штрафовать? Упорно разговоры на бытовом уровне, вплоть до того, что говорят, зачем вы делаете ремонт в квартире? Не надо делать ремонт в квартире, потому что вас скоро будут отсюда отселять. Здесь 90% пенсионеры. Не продать, не завещать, не подарить. А почему я не могу продать и куда-то переехать? А за что я голосовал за Россию здесь? В 2014 году у госрегистратора на двери висела бумажка, на которой большими буквами написано, что украинские документы считаются бессрочными. Но если они бессрочные, так а почему не дается российское право собственности? 7893 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 2993 людини одужали, а 157 померли внаслідок хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок другої черги вакцинації. Крім мобільних бригад, до неї залучили ще 5000 стаціонарних пунктів, де можна отримати вакцину. На цьому етапі вакцинуватимуть сімейних лікарів. Наступними щеплюватимуть соціальних працівників та людей старших за 80 років. Їх планують вакцинувати з кінця березня, але можуть бути труднощі з отриманням нових партій вакцини, каже міністр Степанов, бо фармацевтичні компанії не встигають виготовляти необхідну кількість препаратів. Міністерство охорони здоров'я також продовжує планову діяльність в напрямку отримання додаткових партій вакцин згідно і заключених контрактів, які є у Міністерства охорони здоров'я, і згідно глобальної ініціативи COVAX, до якої приєднана Україна. Виникають певні труднощі щодо отримання цих партій вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу. А в окупованому Криму виявили 89 нових випадків COVID-19. Ще 6 людей померли внаслідок хвороби, звітує окупаційна влада півострова.
Двоє українських воїнів загинули на Східному фронті. В суботу стало відомо про втрату 25-річного сержанта морської піхоти Андрія Грабара. Позиції його 36-ї бригади поблизу Водяного на Донеччині окупанти накрили мінами 120-го калібру. Також поблизу Шумів на Донеччині від снайперського вогню загинув уродженець Кропивницького Кирило Биковський. Минулої доби на Сході зафіксували 4 ворожі обстріли. Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти гатили з мінометів 82-го калібру та гранатометів. З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік Лебединського. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Селям алейкум, харлах шамлар, сайгылы АТР телеканалынан телесейіржілері Сейф АТР қырымның сесі яйында олмалы деген марафонны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалышам. Невбеттеке 35 қырғыда девамында біз чеші түрлі мұсафирлерінен сонки хаберлеріні музакере етежекміз. Яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранlarınızға режиссерларымыз телефон номерісін тақдим ете. Добрый вечер, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР, голос Крыма мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала ATR, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте, так как сложности с финансированием телеканала ATR все еще не решены. Этот эфир я хочу начать с такого информационного сообщения, а точнее сказать, что, конечно же, мы не можем лезть во внутреннюю политику Литовской Республики, но вот сегодня мы увидели заголовки в литовских средствах массовой информации, связанные с именем нашего соотечественника, членом исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар Адаса Якубаускаса, который сейчас является главой Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. И именно с ним мы бы хотели выяснить, что происходит и почему его могут уволить с поста главы Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. Адас Якубаускас с нами сейчас на прямой связи. Адас, здравствуйте. Добрый вечер. Адас, расскажите нам подробнее, что произошло и почему мы увидели ваше имя в заголовках средств массовой информации Литовской Республики. Знаете, к сожалению, спустя 30 лет возвращаются или приходят какие-то новые веяния, которых мы не ждали 30 лет назад, когда создавался Союз, и когда литовцы хотели видеть как бы свою независимость очищенной. Сейчас вот всякие лефтистские как бы поползновения, которые приходят из Европейского Союза, очень часто смущают умы молодежи, и поэтому появляется желание переписать историю. К сожалению, в Литве возникла школа историков, которые иначе трактуют прошлое своей родины, своей страны, нежели как бы историки, которые работали долгие годы, собственно, после
приобретением независимости как бы создавали картину прошлого Литвы, особенно оккупации, немецкой оккупации, советской оккупации, Голокоста, вооруженного сопротивления и так далее. Вы знаете, один человек, проживающий ныне в Германии, написал, что фантом Маркса и Энгельса все же живуч, но он поменял, он уже не размахивает красными флагами, но, как и все бациллы, он мутировал. К сожалению, в Литве мы тоже наблюдаем такие вот случаи, когда молодое поколение, оно выбирается в парламент и имеет своих как бы сторонников, и старается все эти лефтистские ценности, однополые браки, декриминализацию наркотиков и так далее, внедрить в литовское общество. И сейчас так случилось, что в Литве мы встали как бы в ряд этих событий, потому что ценности, которые в Литве как бы такие традиционные, и мы их представляем, в то же время в парламенте встал вопрос о, скажем, назначении неких чиновников, которые представляют совсем другое крыло литовского общества. И поэтому сейчас возникло такое противостояние. И моя институция, которой я руковожу, собственно, становится своеобразной лакмусовой бумажкой. И я думаю, что здоровая часть литовского общества просто не пустит, чтобы случилось что-нибудь как бы что-то с нашим центром, который является в ранге министерства и представляет интересы, как я говорил, ссыльных, депортированных людей, которые сражались за Отечество после Второй мировой войны, или их потомков. И я очень как бы чувствую очень большую их поддержку и ежедневно получаю многие как бы письма в поддержку, и многие организации как бы поддерживают нас. И сейчас, в принципе, я думаю, что ситуация стабилизируется. Извините, я просто я пытаюсь понять, и я думаю, что все наши зрители пытаются понять, что, собственно, произошло, вот в чем претензия ваших оппонентов к вам, и, да, и ваша точка зрения по этому поводу. Понимаете, мы уволили некую девушку, которая занималась интригами, которая занималась как бы писала письма сотрудникам по ночам, и как бы часть другой школы, которая в принципе в Вильнюсском университете процветает, встала на ее защиту, и как бы появилось письмо в парламент Литовской Республики, что мы якобы ущемляем права и прочее. Но это неправда. Поверьте, это неправда. Просто столкнулись два мировоззрения. Мировоззрение, о котором я говорил, и новое как бы мировоззрение, которое сейчас приходит, к сожалению, из стран Европейского Союза. Поэтому мне как бы было прискорбно, что вокруг моей персоны и учреждения, которыми я руковожу, разгорелись нешуточные споры, и как бы 2 месяца уже продолжался кризис, но я уже наблюдаю, что он пошел на спад, и как бы литовское общество защитило и меня, и центр, которым я руковожу. А чем грозит этот кризис сейчас? Есть ли какая-то угроза? И я так понимаю, семьи должны рассматривать сейчас вопрос назначения чиновников, их устранение с поста проходит тайным голосованием. В литовском парламенте 141 член парламента, и чтобы устранить чиновника, требуется абсолютное большинство, то есть 71 голос. В данном моменте, когда очень хрупкое правящее большинство,
набрать 71 голос практически невозможно. Поэтому, наверное, правящие круги поняли, что таким способом как бы сместить меня не получится, поэтому будет, скорее всего, предложен какой-то другой план. Но я должен сказать, что, как бы, повторюсь, со всей Литвы я получаю очень многие, как бы, письма в поддержку. И, в принципе, скандал, который разразился вокруг центра, он продолжается 2 месяца. Ну, что сделаешь? Они сделали меня очень популярным в Литве. Как бы я стал своеобразным символом. Ну, и тоже хорошо. Как бы, знаете, в этом году Сейм Литовской Республики огласил этот год годом истории и культуры литовских татар. Так что тоже неплохо, потому что это очень большая огласка идет по Литве. Ну что ж, мы оставим этот вопрос на решение депутатам Литовского Сейма, к которым, кстати, обратился за помощью и первый крымско-татарский телеканал АТР, который сегодня столкнулся с финансовыми сложностями. Адас, вот у вас хотела спросить, какая реакция общества, литовского общества на ситуацию вокруг телеканала АТР, какая реакция у депутатов Литовского Сейма, если у вас какая-то информация? Вы знаете, литовское правительство зарегистрировало петицию. Эту петицию будут рассматривать и в правительстве, и в Сейме. Только одна поправка, что литовский парламент только что собрался на весеннюю сессию, то есть 10 марта, и сейчас как бы они должны поставить график законопроектов и других как бы важных документов, которые должны быть приняты. Тем более осложняется пока ситуация, что литовский парламент работает в режиме удаленного как бы общения, и они не могут собираться вживую. То есть петиция зарегистрирована, я слежу за ее продвижением, но пока я не могу сообщить, в каком русле это находится все. Но поверьте, как только я узнаю какие-то известия, я сразу же вам сообщу. Литва вообще-то дружественная страна, и я думаю, что она откликнется на как бы потребности дружественного крымско-татарского народа. Спасибо вам большое, Адас, что были с нами на прямой связи. Адас Якубаускас, член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, был с нами на прямой связи. А я перехожу к следующим новостям. В оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей. По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них граждане Украины. Россия продолжает системные имущественные притеснения граждан Украины в оккупированном Крыму, заявил пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко. Вот что она сказала, предлагаю вместе ее послушать. Громадяни України, які ризикують втратити земельні ділянки на півострові, повинні звертатися в прокуратуру автономії. Це дозволить зафіксувати факт скоєння злочину. Крім того, активує можливість захисту прав на міжнародному рівні, оскільки крім національних ми використовуємо міжнародні кримінально-правові механізми. Зокрема, починаючи з 2016 року, спільно з правозахисними організаціями вже направлено 10 інформаційних повідомлень у Міжнародний кримінальний суд, за результатами розгляду яких наприкінці минулого року прокурор оголосив про закінчення процесу попереднього вивчення кейса «Ситуація в Україні». А тому найближчим часом очікуємо відкриття повноцінного розслідування. С нами сейчас на прямой связи украинский политический деятель, дипломат, экс-представитель в политической подгруппе, в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. Давайте его поприветствуем. Пане Романе, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Ну что ж, вы также, наверное, слышали новость про указ Путина о запрете покупать иностранным гражданам землю в Крыму. Также Россия считает иностранными гражданами граждан Украины, которые и в Крыму не получили российское гражданство. Что это означает и какие цели преследует
Путин, принимая вот этот указ, включая, то есть Крым в этот указ, который был принят еще в 2011 году? Я, на жаль, вас майже не чув. Чув лише уривки поставленого вами питання. Хай попрацюють зв'язком, можливо, зв'язок буде, тому що я не чую. Я сейчас попрошу наших звукорежиссеров, если они меня слышат, они сейчас исправят эти технические неполадки. А сейчас, пан Романе, чуєте? Зараз чую, уривками, правда, тільки. Ну, давайте я продублирую тогда свой вопрос, чтобы вам было понятнее. Да, что вы думаете относительно указа президента России Путина, который запретил иностранным гражданам покупать землю в Крыму, и иностранными гражданами он считает граждан Украины? Под этот указ также подпадают граждане Украины, которые проживают в Крыму и не получили российское гражданство. Почему вдруг сейчас Путин включает Крым в этот указ, который он принял еще в 2011 году? Ну, інформацію треба розділяти. Інформацію про указ і сам указ. І більше того, інформація про введення в дію цього указу, вона декілька разів впродовж з 2011 року виникала. Причому вона виникала в моменти напружень, моменти протистоянь, активізації ситуації на фронті, на Донбасі, активності кримських татар. Ще є одна активність, яка попадала під це. Це загострення стосунків між Вашингтоном і Москвою. І от зараз є мінімум дві речі, які спонукали до того, що Кремль згадав про цей указ. Перше – це активність України і кримських татар в питанні Кримської платформи, актуалізував тематику. І друге – це висловлювання президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо Путін-вбивця. Я поясню, власне, чому у цих двох напрямках розвивається, буде розвиватися тема кримської землі. Я думаю, що багатьом телеглядачам відома тема так званої Кримської Каліфорнії. Всі знають чудово, що за часів ще більшовиків великі ділянки землі кримські були заставлені в американські банки під велику позику. Більше того, про цю землю йшла мова і на Тегеранській, Ялтинській, навіть Потсдамській конференціях в ході Другої світової війни після її закінчення. Тому як тільки напружуються стосунки Москви і Вашингтона, Кремль одразу згадує цю тему. Ну і безумовно, що тема стосунків Кремля, кримських татар, Кремля і України – це ще одна тема кримської землі. Знаєте, я вже втомився повторювати це. Кремль просто послідовно веде знищення усіх народів, які претендують на самовизначення, на повернення на свою батьківщину. І тому у цьому ряду українці, кримські татари, вони Кремль їх бачить просто через кому. І от оці рішення, які, зверніть увагу, тобто це навіть порушення Конституції, власне, Російської Федерації, коли використовується вибіркове право по відношенню до права власності на землю на всій ніби території і на окремі її частини, так як вони визнають зараз це. Звідси можна сказати, що указ не відповідає ні нормам міжнародного права, я вже не кажу навіть національного російського права, якщо про це говорити в принципі. Але я ще раз поясню, що причиною цього є оці два факти. І Кремль використовує всю площину інформації, щоб гудіть про це, накручувати це питання, активізовувати, власне, свого виборця російського, свій електорат, грати на його внутрішніх почуттях антиукраїнських, антитатарських, антиамериканських і так далі. Ось, з моєї точки зору, в чому причина постійних згадувань про цей указ. Як ви абсолютно правильно відмітили, він давним-давно був прийнятий, але то
відтерміновувалось його введення, то в нього без кінця вносилися зміни. Я думаю, що зараз ми маємо факт не з остаточним фіксуванням з російською стороною цього указу. Більше того, справа в тому, що президент Російської Федерації не наділений повноваженнями приміняти такі акти, в яких здійснюється нормотворення в питаннях власності і так далі. Скажите, а что теперь с этим делать? Есть ли у Украины какие-то рычаги влияния на этот вопрос? Каким-то образом вот куда обращаться вот тем гражданам Украины, которые проживают в Крыму, не приняли гражданство России, даже тех, кто проживает на материковой части Украины и имел там землю на территории полуострова? Что делать с этим людям сейчас? Я не випадково торкнувся питання того, що цей указ не відповідає міжнародному праву, національному праву. І тут уже справа громадянина, чи він буде застосовувати позовну діяльність до суду в національному праві, дійде до, скажімо, Міжнародного суду з прав людини, чи він буде застосовувати винятково національні норми права і так далі. Але це одна із частин, яка в тому числі може стати претензією пред'явлення додаткових санкцій. І в даному випадку що необхідно розробляти? Інформаційні кроки, коли про це повинні знати скрізь у світі, що Росія в черговий раз топчеться в одному з основоположних прав, право власності просто людини і громадянина. І друге – це нормативно-правові дії, які має здійснювати фізична особа, і в даному випадку держава Україна. Тому що держава Україна на сьогоднішній день позивається до цілого ряду міжнародних інституцій в питаннях порушення норм міжнародного права і національного права Російською державою, зокрема окремими особами посадовими Російської держави. І четверта частина – це, власне, санкційна політика по відношенню до такої держави. Тому що порушення одного з основоположних прав, права на власності, вторгається в царину прав людини. Тому в даному випадку можна говорити про необхідність, скажімо, заяви на рівні Ради безпеки ООН, Ради Європи, актуалізації цього питання в судових міжнародних інстанціях і так далі. Тобто в даному випадку, безумовно, дуже багато залежить від того, як українська держава оцінить це і як вона буде вчиняти дії на захист прав своїх громадян, які мають право власності в Криму, і, скажімо, поширення інформації про це і пред'явлення претензій Российской Федерации как державы. Сегодня в Европейском Союзе утвердили санкции за нарушение прав человека в отношении 11 человек и 4 компаний, в том числе из России, Китая и КНДР. Пане Романе, 11 человек и 4 компании. Насколько эти санкции могут быть эффективными, и когда мы будем говорить, по-вашему, уже про секторальные санкции, более эффективные, более мощные санкции? Когда это будет? Будет ли? Ну, ви правильно актуалізуєте цю тему і ставите питання. Насправді, якщо хотіти зупинити агресора, то подібні кроки виглядають більш ніж делікатними. Щоб зараз грубіше не сказати, більш ніж делікатним, я скажу так. Очевидно, що для того, щоб таку агресивну політику, яку вчиняє Кремль, зупинити, треба єдність Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. І тут недостатньо просто назвати Путіна вбивцею. Тут вкрай необхідно, скажімо, широкомасштабні санкції, які б стосувалися майна Російської Федерації за кордоном, скажімо, комунікацій, ресурсів, які там зберігає Російська Федерація і так далі. І з моєї точки зору, оці всі кроки, які вчиняються на сьогоднішній день, безумовно, вони заслабкі для того, щоб зупинити Російську Федерацію. Але вони, в принципі, рухаються в тому напрямку, щоби посилювати їх, щоб давати зрозуміти, особливо в даному випадку мене турбує європейський континент, де не збільшується, знову ж м'яко скажу, не збільшується число тих країн,
які знаходяться в одному клубі друзів з Україною, з кримськими татарами і так далі. Оце мене в даному випадку найбільше турбує. Я розумію, що ці рішення, які приймає Євросоюз, це і так компроміс між повернення членства російської делегації в Раді Європи і тими всіми випадами недипломатичними, некоректними, скажімо, випадами і міністра закордонних справ Росії, і президента по відношенню до європейських очільників. Але треба правді в очі казати, що це недостатньо для того, щоб Росія могла зупинити свої агресивні дії. Насамперед, я маю на увазі по відношенню до України, до Криму, до кримських татар и так далее. Сегодня пресс-секретарь Путина Песков заявил о том, что Россия не исключает возможности отключения ее от международной банковской системы SWIFT. Вот его цитата, давайте вместе послушаем. Российская Федерация не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT. Вот это заявление Пескова может быть связано с последним заявлением Байдена, и с чего это вдруг появились такие у них опасения? Ну, якщо подивитися на концептуальні речі, які розроблялися ще починаючи з 2015 року в Російській Федерації, то вона ізолюється від міжнародної системи безпеки, від міжнародної системи інформації, інформатизації, від міжнародної системи енергетики і так далі. Тобто, якщо подивитися внутрішні документи, я вже не кажу там, скажімо, фінансові системи, які використовуються світом. Тому, скоріш за все, ця заява спричинена не стільки позицією Вашингтона, позицію Європейського Союзу, як наробками, які на сьогоднішній день є в Росії, які, ну, по суті ж нічого нового, це повторення всього того, що було в Радянському Союзі. Спроба створити автономну систему фінансового забезпечення. Ну, скажімо, думаю, що тут більше Москва дивиться в бік Пекіна, намагається виробити щось схоже на ту модель, яку застосовує на сьогоднішній день Китай. Але Китай знаходиться в міжнародній системі розрахунків, і він ніколи не заявляв про вихід з нею. І очевидно, що Кремль розуміє, що рано чи пізно, а тепер це лише підтверджує те, що агресивність російської політики не буде зупинятися, що світу цивілізованому доведеться застосувати і такий механізм для того, щоб загнуздати чи намагатися зупинити агресивність Кремля. Ну, такой механизм, если я не ошибаюсь, уже использовали против Ирана, верно? Что должно заставить сегодня мир, чтобы они использовали этот же механизм против России? Что такого должно произойти? Ну, справа в тому, що світ сьогодні виміряє дві речі. Це страх, який панує в світі по відношенню до Росії як власника ядерної зброї. І тут треба нагадати, що в 2015 році президент Путін в тому числі неодноразово заявляв про можливість і ймовірність застосування ядерної зброї обмеженої дії, як він тоді казав. Так от цей страх, він продовжує висіти над світом, і про це не треба забуватися. А от що має зробити Росія для того, щоб світ отямився? З моєї точки зору, на сьогоднішній день достатньо, щоб світ отямився, але світ не усвідомлює всю небезпеку, яку нас в собі зараз несе Російська Федерація, атакуючи фактично всі цивілізовані засади, до яких величезною ціною доходила Європа та й взагалі весь світ. І в даному випадку, ну, скажімо, мені це очевидно і зрозуміло. Чому ці кроки не вживаються, скажімо, великими державами? Це, скоріш за все, питання до них, до їх внутрішньої політичної ситуації. Адже ми всі прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день російське лобі в Європі, в таких країнах, як Німеччина, Франція, та чого гріха таїти, в тому числі Великобританія, дуже впливова. Я вже не кажу там про південь чи північ європейського континенту, де Росія має колосальний вплив через свої корупційні механізми впливу на еліту цих держав.
Давайте еще обсудим с вами вместе Донбасс. Там представители России в переговорных форматах Дмитрий Козак предложил коллегам по нормандской четверке изменить принцип организации ее заседаний. Он хочет обязать Украину дать письменную позицию по выполнению Минска-2. Вот его цитата. Учитывая равноправие всех участников нормандского формата, было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из 4 участников. Что это означает и стоит ли на это идти Украине? Зверніть увагу на 4 учасників. Да. Оце ключ. Насправді у цій фразі це ключ. Тому що Козак має на увазі Росію, Україну, Луганськ і Донецьк. Ось про які 4 учасники говориться. А якщо він має на увазі Нормандії, то тоді де подівся, скажімо, ОБСЄ в даному випадку. Це то перший есть і другий. склоняют к вот прямым переговорам, к прямым договоренностям с террористами. Безумовно, безумовно, тому що тут сплутано ніби на перший погляд Нормандії, трьохстороння контактна група, але насправді оці 4 учасника, це мається на увазі, що в цьому форматі будуть по черзі головувати Україна, Росія, Луганськ і Донецьк. Ось справжнє нутро цієї позиції. Кроме всего прочего, вы знаете, на прошлой неделе или на позапрошлой, если не ошибаюсь, Андрей Ермак, глава Офиса президента, сообщал о том, что план по урегулированию мира на востоке Украины уже готов. Его подготовила Германия, Франция и доработала Украина. И он уже лежит на столе, и он только ждет подтверждения со стороны России. Почему, по-вашему, нам не показывают этот план? Что может быть в нем такого уникального или, возможно, какого-то неординарного? З літа 2015 року нам без кінця кажуть то про один план, то про другий план, то про третій план. Насправді ніякого плану не існує. Чому? Його не може існувати в силу того, що Росія блокувала і блокує будь-які спроби конструктивно підійти навіть до розробки подібного плану. Тому тут говорити ні про що. А чому це озвучується? Озвучується без кінця, тому що треба чимось відповідати на внутрішні політичні запити. Я маю на увазі політиків, опозиції, парламентської опозиції і так далі. Про це дуже багато говорять. Але рано чи пізно ми з Банкової отримуємо відповіді, що нам про стратегію говорить ніколи, що питання вирішується дуже просто, що воно ось-ось лежить на столі. Я переконаний, що станом на даний момент, можливо, є підходи якісь, про які говорить Рада національної безпеки і оборони і секретар. Але те, що плану, та ще й плану, який би розроблявся Берліном чи Парижем, які сьогодні знаходяться, скажімо так, у внутрішньому політичному цейтноті, немає, я в цьому переконаний. Якби так було, то Верховна Рада вже була б закидана необхідністю прийняття певної нормативної бази. Мова йде про законопроекти, які стосуються ключових моментів врегулювання цього процесу, якщо виходити з концептуальних засад того, що є в усіх документах Мінська-1, Мінська-2 і рішеннях Нормандії. Але в зв'язку з тим, що ми не бачимо навіть оцього відкритої частини цього величезного айсберга, то очевидно, що в даному випадку ми маємо справу просто з інформаційним проектом, а не з проектом вирішення питань і проблем. Как бы вы описали сейчас весь процесс вокруг Минска, вокруг нормандского формата, Донбасса, на востоке? Вот мы видим обострение за последние несколько дней, погибло несколько украинских военных. Заявление Зеленского о том, что он готов встречаться с каждым лидером нормандской четверки по отдельности. Вот эти планы, о которых нам говорят, но которые нам не показывают. Что происходит? Ну, з моєї точки зору, ми входимо в таку ситуацію нерегульованого хаосу, некерованого хаосу, в якому
всі інституції, які брали участь і в міжнародному, і внутрішньому процесу, спрямованому на вирішення питань, які пов'язані з припиненням вогню, з обміном, звільненням військовополонених, вони починають розсипатися. У зв'язку з тим, що з серпня місяця минулого року фактично заблоковано по двох ключових напрямках – це звільнення військовополонених і припинення вогню, а в міжнародному плані фактично під підписами, які були зроблені в 2019 році, Нормандська четвірка фактично беззмістовна, тому що повноваження, які вона мала, передані трьохсторонній контактній групі. Тому можна з впевненістю сказати, що це зупинка по всіх абсолютно напрямках вирішення поточних питань. Більше того, всі ж знають прекрасно, що не виконуються навіть юридично сильні протоколи, які стосувалися відведення важких, середніх озброєнь танків і мінометів. Все це давним-давно застосовується на лінії фронту і так далі. Тобто можна сказати, що навіть по інерції цей рух, який був, починаючи з 2017-2018 року, він уже на сьогоднішній день зупинений. І в даному випадку ситуація потребує або ініціатив з українського боку, або якихось організаційно-кадрових змін для того, щоб оживити цей процес. Причому тут треба працювати як на міжнародному контурі, тобто зовнішньому. І в даному випадку ті ініціативи і ті заяви, які робить Вашингтон, вони дуже важливі. І їх би зараз Києву наповнювати змістовно і опрацьовувати з європейськими партнерами, це дало б фактично нову якість, нову форму всім цим процесам. Але, як ви бачите, для мене, наприклад, незрозуміло, чому Банкова мовчить, чому вона відмовчується. Ця пауза затягується. Більше того, вона набирає такого незмістовного характеру, бо на початку я думав, що вони спробують компенсувати це певними інформаційними вкидами. Ну, наприклад, так як ви задавали питання, там ось-ось буде програма. І свідченням про те, що вона буде, там певні законопроекти, певні робочі групи. Але ні робочих груп, ні законопроектів, ніяких ініціатив по зовнішньому контуру. Хтось скаже, що всі зосередилися навколо Кримської платформи. То тут одне другому не заважає, розумієте? Бо, наприклад, на сьогоднішній день, от якщо ми візьмемо питання звільнення військовополонених, ну фактично воно зупинилося. А я вже не кажу про те, що тема боїв на лінії фронту, вона весь час звучить, і вона весь час торпедує будь-які позиції з точки зору врегулювання ситуації за столом переговорів там в дипломатичному форматі і так далі. Тому насправді можна сказати, що інерційні процеси, які тривали, вони зупинилися. І фактично те, що іменувалося паном президентом Зеленським як вирішення питання війни, як він казав, воно стає неможливим за таких умов. І можна сказати, що ситуація тримається лінією фронту, українською армією, от яка тримає зараз ситуацію на лінії фронту, те і витримує все те, що відбувається на даний момент. Дякую вам дуже, пане Романе. Чохсагомс. Роман Бессмертный, украинский политический деятель, дипломат, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе в Минске, был с нами на прямой связи. А к нашему эфиру сейчас присоединяется Андрій Роженко, капітан першого рангу, екс-радник міністра оборони України. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечера. Пане Андрей, некоторое время назад наша контрразведка сообщала о том, что к украино-российской границе на востоке русские подтягивают спецтехнику. Есть ли сегодня угроза военной эскалации с востока Украины со стороны боевиков, в особенности после последних введенных санкций, анонсируемых от РНБО? Ну, дійсно, така загроза є. Хочу нагадати, що вже практично 3 роки, як на східних кордонах України Російська Федерація сформувала дуже потужне угрупування, якого не було до початку окупації Крима і дій і агресії на сході України.
Це угрупування існує, воно відпрацьовує певні свої завдання, і воно не може існувати просто для того, щоб воно там існувало. Російська Федерація на одного свого військовослужбовця витрачає на рік порядка $80 тисяч. І це сума, до речі, 6 разів більше, ніж сума на одного військового в Збройних силах України. І ця сума має витрачатися з певними цілями. В Російській Федерації це традиційно, що військовий оцей важель – це основний важель для вирішення політичних і будь-яких геостратегічних питань. Така загроза є, її оцінюють дуже досить широко в засобах масової інформації, політичні діячі. Я зараз вже знаходжусь поза межами військового організму. Можу сказати, що мої спостереження такові, що може бути. Інша справа, що моя специфікація – це морська безпека. І я хочу нагадати, що для України і посперечатися, що найбільш слабким ланцюгом в її обороні є якраз морські кордони, де, якщо там на суходолі у нас дійсно тримається понад 400-кілометрова лінія фронту, і там знаходяться наші військові, багато є питань, але ця лінія, вона тримається. На морі у нас практично нічого немає, кораблі, ми все чекаємо, і фактично Російська Федерація зараз просунулась практично впритул до наших берегів. Для Азовського моря це фактично, де-факто, тому що кордон проходить по лінії узбережжя, і вони підходять практично впритул і роблять все, що їм завгодно. Це де-факто окупація Азовського моря, виходить? Так, виходить, фактично, да. У нього статус внутрішніх вод, але це була така джентльменська угода між Україною і Росією, а коли перестали бути джентльменами, воно стало російське. Тому що на 6 катерів і суден військово-морських сил там приходиться практично в 10 разів більше російських засобів бойових. В Чорному морі ситуація практично та ж сама. На Криму створено такий бастіон для проекції сили. В основному сила там спрямована на Середземноморський регіон, але фактично Україна, вона прижата вже впритул до її територіального моря. І з цим треба щось робити. Дистанції дуже-дуже невеликі. Від Одеси до Севастополя 150 морських миль, тобто ця дистанція може бути пройдена за лічені години угрупуваннями надводних кораблів, десантних, пошуково-ударних сил. І реагувати на це практично нічим, і це треба дуже швидко вирішувати. Пане Андрей, еще вот такой вопрос. У нас, к сожалению, буквально 3 минутки еще до завершения нашего эфира есть. На прошлой неделе первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил о том, что, ссылаясь на критическую ситуацию воды сегодня в Крыму, сообщил о том, что он не исключает возможности вторжения со стороны Крыма российских военных для открытия доступа к Северокрымскому каналу. И вот он не исключил вот это вторжение на Херсонскую область материковой части Украины. Такая угроза есть? Так, дійсно, така загроза є, і це перший президент України, це не перша посадова особа, яка про це сказала. Я знаю, що навіть в відкритих засобах масової інформації була така інформація, що росіяни проводять командно-штабні навчання, фактичні тактичні навчання з метою вирішення цього питання. Тому що зараз вони здійснюють певні заходи на території Криму для того, щоб цю проблемне питання подолати. На минулому тижні, наприклад, в Севастополі був відкритий водозабор з річки Бельбек для того, щоб там якось це питання вирішити. Це питання актуальне, Росія до цього готується, і така загроза є.
Дякую вам, пане Андрію. Чохсаглнус. Андрій Риженко був з нами на прямому зв'язку. Капітан першого рангу, екс-радник міністра оборони Украины. Ну, а я с вами прощаюсь, но оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд наш эфир продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустите. Коршки. – 170-ту річницю відомого не тільки в Криму, а й далеко за його кордонами Ісмаїла Гаспринського відзначають в його рідному Бахчисараї. До його могили прийшли члени меджлісу та головні редактори кримсько-татарських газет «Крим» та «Авдет», щоб прочитати за нього молитву. Гаспринського називають першим медійником кримських татар та всього тюркського світу. Гаспринський народився в селищі Улу-Сала біля Бахчисараю. Своє прізвище успадкував від батька, якому його зареєстрували при отриманні дворянського шляхетства. Ісмаїл теж пішов у військові і навіть провчився у Воронезькому військовому навчальному закладі, а потім у військовій гімназії Москви. Проте, не закінчивши навчання, він повернувся до Криму і став вчителем початкової міської школи. Кримський просвітник казав, що єднання – сила, а ворожнеча – загибель людей взагалі і у всіх сферах життя. Саме через свою газету «Терджіман», що стала популярною від Бахчисарая до Японії та висвітлювала світові події, він об'єднав тюркський світ у шлях пантюркізму, в основі якого лежать ідеї щодо необхідності політичної консолідації на основі етнічної, культурної та мовної спільності. Окупанти заборонили українським громадянам володіти землею в Криму. Відповідний указ підписав президент Росії Владимир Путін. Іноземним, на думку окупантів, громадянам заборонено мати ділянки в прибережних районах та на півночі півострова біля адмінмежі з Херсонщиною. Винятком стали лише Первомайський, Красногвардійський та Білогірський райони. Так званий земельний указ окупантів в українському МЗС назвали нікчемним, бо після звільнення Криму права власності будуть відновлені, а правозахисники заявляють про злочинність таких указів. Это не только нарушение, грубое нарушение прав человека, потому что в протоколе к Европейской конвенции по правам человека сказано, что каждый человек имеет право мирно владеть собственностью. Там не указано, что можно дискриминировать на основании гражданина или не гражданина, или на основании этнического происхождения. И также это военное преступление, потому что то, что Россия делает с захватом собственности, независимо от того, это государственная собственность или частная собственность, если она не оправдана военной необходимостью, это военное преступление. В оточенні високих парканів та спецслужб. Жителі селища Олива на південному узбережжі Криму обурюються, їх тіснять маєтки окупаційної верхівки. Ще з радянських часів тут будували державні дачі для партійного керівництва. Тепер на понад 200 гектарів стоять вілли російського президента Владимира Путіна та екс-прем'єра Дмитрія Медведєва. А колишній санаторій Таврія після окупації став санаторієм ФСБ за 6-метровим парканом. Всюди камери відеоспостереження та працівники охорони кремлівського володаря. Місцеві жителі не можуть навіть пересуватися навколишніми лісами. Закрили прохід до моря, забороняють підключатися до каналізації та комунікацій. Окупаційна влада відмовляє місцевим навіть в перереєстрації ділянок відповідно до російських законів. Тепер люди бояться, що їх і похотів виселять з осель. Для нас вот до туда чертова лестница и до гор охраняемая зона, не территория, а зона, как в тюрьме. Мне
мне, пожилому человеку, окунуться в море, мне надо ехать или в Форос, или куда еще там? Кострополь, Жуковка. Это значит мне 5 километров спуститься до трассы и по трассе еще куда-то. А раньше мы спускались прямо вот отсюда и к морю. Я пошел в лес и машину оставил в съезде от дороги. То мне прокололи, спустили шины и наплевали на капот семечек. Когда я колеса накачал, я приехал, меня уже ждали с распростертыми объятиями и объяснили, что близость объекта, и я неправильно припарковался типа. А в том году женщину при выходе с чертовой лестницы остановили и оштрафовали на 3000 рублей. За неправильную парковку или за что? За посещение леса. А я же говорю, так это ж туристическая официальная стропа. Как же на ней можно штрафовать? Упорно разговоры на бытовом уровне, вплоть до того, что говорят, зачем вы делаете ремонт в квартире? Не надо делать ремонт в квартире, потому что вас скоро будут отсюда отселять. Здесь 90% пенсионеры. Не продать, не завещать, не подарить. А почему я не могу продать и куда-то переехать? А за что я голосовал за Россию здесь? В 2014 году у госрегистратора на двери висела бумажка, на которой большими буквами написано, что украинские документы считаются бессрочными. Но если они бессрочные, так а почему не дается российское право собственности? 7893 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 2993 людини одужали, а 157 померли внаслідок хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок другої черги вакцинації. Крім мобільних бригад, до неї залучили ще 5000 стаціонарних пунктів, де можна отримати вакцину. На цьому етапі вакцинуватимуть сімейних лікарів. Наступними щеплюватимуть соціальних працівників та людей старших за 80 років. Їх планують вакцинувати з кінця березня, але можуть бути труднощі з отриманням нових партій вакцини, каже міністр Степанов, бо фармацевтичні компанії не встигають виготовляти необхідну кількість препаратів. Міністерство охорони здоров'я також продовжує планову діяльність в напрямку отримання додаткових партій вакцин згідно і заключених контрактів, які є у Міністерства охорони здоров'я, і згідно глобальної ініціативи COVAX, до якої приєднана Україна. Виникають певні труднощі щодо отримання цих партій вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу. А в окупованому Криму виявили 89 нових випадків COVID-19. Ще 6 людей померли внаслідок хвороби, звітує окупаційна влада півострова. 2 українських воїнів загинули на Східному фронті. В суботу стало відомо про втрату 25-річного сержанта морської піхоти Андрія Грабара. Позиції його 36-ї бригади поблизу Водяного на Донеччині окупанти накрили мінами 120-го калібру. Також поблизу Шумів на Донеччині від снайперського вогню загинув уродженець Кропивницького Кирило Биковський. Минулої доби на Сході зафіксували 4 ворожі обстріли. Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти гатили з мінометів 82-го калібру та гранатометів. З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік Лебединського. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Доброго вечера. В эфире Прайм на телеканале АТР. В рамках телемарафона Save АТР, в котором мы говорим, рассказываем обществу, стране и миру о том, что как наша власть, наше правительство нынешнее относится к крымско-татарскому народу и к его единственному источнику информации о том, что с нами происходит.
Вот, до сих пор вопрос АТР не решен. Мы слышали много обещаний, очень много обещаний, и не нам их давали, и не только нам их давали, но до сих пор ни один чиновник правительства Украины не пришел на АТР, не позвонил ни одному сотруднику АТР, вот, ничем не поинтересовался, ни нашей ситуации со спутниковым вещанием. В апреле отключают, уже не будут они бесплатно столько транслировать. Западный спутник отключает детский канал «Ляли», единственный канал, который вещает круглосуточно, 7/24, вещает на крымско-татарском языке для детей. Другой рукой они утверждают программу развития крымско-татарского языка. И это никак не вяжется в моем сознании, вообще ни в чем сознании не вяжется, но последовательная политика на удушение канала АТР, к сожалению, продолжается. Вот. Ну а мы продолжаем свою борьбу за наш канал и за свой народ, который мы никогда не бросим. Вы в этом даже не сомневайтесь. Я благодарю вас за вашу поддержку, за ваши донаты, которые позволяют нам вещать сейчас из этой нашей временной студии. Вот. Мы будем бороться до конца, это мы вам обещаем. Спасибо за поддержку, особенно тем, кто на Патреоне подписался на нас. Это дело благородное и под силу, ну, на мой взгляд, каждого. Вот, предисловие закончилось, а теперь, собственно, к сути дела. Сегодня у меня очень хороший гость, один из моих просто любимых собеседников и людей, которых я 100 лет знаю, который был на нашем канале 1 100 000 раз. Это бывший министр иностранных дел. Чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше. Да, но дипломаты же такие люди. Зануды. 1 100 000 раз. Павел Климкін, приветствую. Добрий вечір, вітаю тебе, Айдера. Ну і, звичайно, вітаю АТР. АТР, він унікальний. Ну і, безумовно, заслуговує на те, щоб він, знаєш, був таким кулаком. Кулаком для всіх тих, хто в російському режимі хоче, щоб було далі. І одночасно, знаєш, другом. А от другом для всіх, хто на, ну, до речі, не тільки на окупованих територіях, і тут його теж багато дивляться, але, зокрема, там, знаєш, от коли там вмикаєш, і ти відчуваєш, що от друг з тобою. Тобто для ворогів кулаком, а для своїх другом. Так що, привіт, тримайтеся. Дякую за підтримку. Мы действительно много усилий прилагаем в разговорах с западными партнерами. И они часто не понимают, о чем мы говорим. Они не представляют себе, какие проблемы могут быть у единственного краснодарского телеканала, означенного в 2 резолюциях Европарламента, в 2, подчеркиваю, 16 и 21 года. И вот резолюции я только что одному иностранному журналисту отсылал. Просто, может, ты пропустил именно эту статью, сейчас ты несешь, обязан читать. Я просто прочитаю ее дословно. Это какой-то... Ну, я чесно, я все не встигаю читати. Да, я вот просто... Ну, на жаль, стільки всього йде, це просто потік. Да нет, естественно. Мы сейчас, подождите, мы сейчас перейдем вообще к таким интересным вещам, что просто с ума сойти можно. Просто об этом мы говорим Але каждый почнемо день. з підтримки. Да, вот смотри, что пишут люди. Угода про асоціацію ЄС з Україною. Резолюція Європарламенту від 11 лютого 2021 року за виконання угоди про асоціацію ЄС з Україною. Стаття 60. Європейський парламент приділяє пильну увагу підтримці, яку надає уряд України кримськотатарському народу. І висловлює стурбованість з приводу відсутності фінансування у проєкті бюджету на 2021 рік, представленому Верховною Радою у вересні 2020 року, для програм переселення та розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані з тимчасово окупованої території. Крапка, кома. Європарламент закликає Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримськотатарського народу і про внесення поправок до її Конституції для визнання національної територіальної автономії кримськотатарського народу в межах України, а саме в Криму, що виникає з невід'ємного права корінного кримськотатарського народу на самовизначення. Крапка, кома. Що стосується АТР, наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримськотатарського телеканалу АТР і запропонувала стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росією Крим. Це написано і затверджено Європарламентом 11 лютого цього року. Після цього жодного звука. Ну, слухай, ну це ж питання навіть не тільки політики, це політика і важлива політика, але це питання честі, я вважаю. Ну, історичної справедливості, але насамперед честі для нас, для всіх. Ну, оскільки, слухай, підтримка тих, от відчувати друга, як я сказав, да, канал там на окупованій території, тобто тут те важливо.
Але я ж розумію, я пам'ятаю оці всі відеолінки, відеоконференції. Ну, це ж сміливість потрібно мати, знаєш, щоб на окупованій території Виходити в ефір українського і от там українського каналу, або там з міністром, коли ще був розмовляти, говорити про свої проблеми. Тому я реально тисну руку цим людям, і я хочу, щоб у них був канал. Ну, але це дуже важливо розрулити. Це дуже важливо розрулити, оскільки ну, АТР, він один, він унікальний. І їх не потрібно 15, ж правда? Тобто потрібно от, всіх разом, всіх найкращих зібрати. І щоб цей канал завжди відчувався от як джерело першої неупередженої і патріотичної інформації. От просто був канал «Патріот» такий. Ну, все одно, я думаю, що все буде нормально. Ну, це ж реальне питання принципово. Так. Переходим благодарю еще раз, до темы, конечно, которая главная для комментирования последних во всех СМИ мира, начиная от цивилизованных стран и заканчивая запоребриком, где визги, писки, стоны стоят по поводу того... про Байдена? Да. Знаешь, у меня повод был, я нашел ту самую знаменитую речь Рейгана, 83-й год, 8 марта, в мой день рождения, кстати, мне было 11 лет. Он произнес ту речь, о чем я тогда не знал, но она предопределила всю мою судьбу. Ну, знаково. Да. Это была речь на евангелийском форуме, и первая часть посвящена морали Богу абсолютного родика, а потом такой переход к международным делам. И где Рейган довольно развернуто рассказывает, почему Америка это Бог, а Россия это дьявол. А потом говорит, империя зла, ну и так далее. Да? И как бы с этого все началось. Да. И 83-й год, считаем года, в 91-м году как-то и сломалась эта империя. Вот. Сейчас все происходит быстрее и короче, ну, по крайней мере, в риторике. И вот эту огромную речь, которую сейчас можно читать там минут 10 с удовольствием, Байден заменил одной тиктоковской фразой. Вот это «I do». Он сказал, собственно, все, что он сказал по поводу Путина, потом уже добавил. Сказал, да, убийца, да, это так. Что значит эта фраза вот в твоей интерпретации и чего нам дальше ждать? Дивіться, реально класне питання. По-перше, в понятійному світі Путіна, а для нього все ж таки дуже важливо, як про нього говорять інші лідери. Йому, може, байдуже, що про нього говорять там в Парагваї, я не знаю. Але в Саратові. Але в Саратові йому взагалі паралельно. Йому ж люди там, ну, для нього нічого не значать. Але що говорять, умовно, Байден і Меркель, він же ж всіх лідерів за рівних не вважає, це зрозуміло. Але Байден для нього це все ж таки от, повага, понятійна повага від Байдена, це реально круто. І от те, що сказав Байден, це в його світі, це удар під дих. Ну реально під дих. Тобто, ти знаєш, ну от як там граються там, в дитячому садку, діти в пісочниці, там граються, всі якісь ігри. Одного там виставляють і кажуть, ні, ти не хороший. От ми хороші хлопці, а ти не хороший. От це, ти знаєш, от виставити зі світової пісочниці. І це для Путіна, ну подивись, що відбувається в російських СМІ, там, в оцих телеграм-каналах. Зараз всі клянуться у вірності Путіну, і я так розумію, хто не поклянеться, тот зрадник. Тот зрадник, реально зрадник. І таке говорять, починають казати, от Байден впав, у нього щось там з ментальні проблеми, хоча голова у нього світла, по-моєму, всім по інтерв'ю. Ну, але окей, хай там їм своє, да? А нам своє робити. Насправді для Путіна це супер важливо. Для Путіна це сигнал, що найближчим часом, щонайменше, що там буде в перспективі, будемо дивитися, його назад в цивілізовані лідери точно не запишуть. Ну, тому що старший мальчик в пісочниці сказав, старший. Ну, і тепер же, оскільки Байден лідер цивілізованого світу, всі інші, ну, вони будуть говорити, вони повторювати, напевно, не будуть намагатися так. Тепер же і Макрона можуть, французькі журналісти, а ви вважаєте, що, як сказав Байден, що оцей, йому ж прийдеться щось говорити? Макрон не так глаза заглядував. Ні, так я думаю, що там йому вже підготували відповідь, кожному вже підготували, слухай, але тим не менше, це серйозна історія. Тепер, а що це означає для відносин, умовно, особисто Байдена і Путіна, і американських, і російських, оскільки це не одне і те ж?
Я думаю, що розмова якась буде. Чи вона буде найближчим часом між ними, чим пізніше. Путін почав його тролити, йому там, напевно, підготували. Каже, давайте дискусії в прямому ефірі. Стадіон так стадіон. Я ж стадіон так стадіон, точно. Я от пожартував вже так. Тобто у нас навчаються Володимира Зеленського, ну, Так у нас слава Богу. передовая политическая культура. 100%. Аналізи, стадіон, все у нас. Ну, тобто, маразм наш, насправді, він іде і далі. Ну, окей. Якщо серйозно, для нас це реально виклик, оскільки відносини між Байденом і Путіним і російсько-американські відносини, вони будуть менше от в цьому офіційному форматі і більше в неофіційному, оскільки для офіційних переговорів це дуже простір звужений. Как интересно, дипломатическая такая... Реально маневр набагато менше і для американців, ну і відповідно для Росії. Соответственно, в непубличном то, что А никто в не узнает. непублічному буде набагато більше. В чому для нас насправді реальний ризик? Тобто ми всі кажемо там про ризик ескалації, Донбас, Південь, вода, дестабілізація, що Путін відповість асиметрично, він точно відповість. Тобто за Путіним не станеться. Він прекрасно розуміє, що для нього це образа, і він має, Жириновський же не просто так вийшов. Конечно. Жириновський, він же нічого просто так не говорить. Никогда причем. Він же ж з адміністрації йому, а тепер же ж давай щось кажи, оскільки ти тут, йому тут сказали. І він озвучує, що хоче Кремль, але озвучує, оскільки чого Кремль насправді озвучувати не може. Тобто це насправді сигнал не стільки нам, скільки всім іншим. І Сполученим Штатам, і Європейському держите Союзі. нас семеро, да. Ну, але тим не менше потрібно згуртуватися і змобілізуватися, оскільки 100% ескалації будуть, провокації будуть, підкачка ситуації буде. Але от тепер говорять між собою, а говорити вони будуть. Є ж багато світових проблем, це стратегічна безпека, енергоносії, санкції. Ну, я тобі зараз Но они же можу могут там... же не лично разговаривать. Ні, так звичайно. Спочатку будуть говорити інші люди, але ж вони будуть говорити умовно неофіційно під столом. Чи будемо ми питанням, ну, от, розмов щодо цього пасіянства? Це вопрос уже к нам. Я тобі можу сказати, що скоріше за все не будемо. Ну, тобто це точно не вигідно Путіну. А для чого? Йому вигідно домовлятися за нашою спиною і через нашу голову. Ну, 100%. А потім там намагатися надягати нам на голову. Він же все одно мріє, у нього ж в голові імперія, Новоросія. Все одно це нікуди не пішло. А що вигідно Штатам? Питання, чи будуть вони нас в сьогоднішній реальності залучати в ці переговори стосовно наших питань? Консультуватися, ну, напевно, якимось чином будуть. А чи будуть залучати нас в розмови? Я тобі нагадаю, декілька днів, пам'ятаєш, нормандський формат. Починаються коментарі, там, всі кажуть, о, німці і французи придумали план. Ну, взагалі, от можеш собі уявити, що німці і французи придумали план стосовно нас. Ми про це нічого не знаємо. Спочатку коментар ми не знаємо, потім ми знаємо, потім ми не знаємо деталей, потім ми щось чули, і потім вони передали це Росії. Пісков каже, ні, ніякого плану немає. Це не сюр, ну це реальний сюрреалізм. А уявляєш, якщо Штати включаться, от коли мене питають дуже часто, там колеги кажуть, от, Павло, скажи, от може все ж таки американцям приєднатися до нормандського формату, я кажу, хто вам це на голову надягнув? Ну реально для чого? Им это совсем не надо, на той взгляд? Ну, слухай, німцям і французам це не потрібно, оскільки це реально їх там формат, в якому вони щось рулять. Да? Да. Тобто Хоч чим-то, хоч формально. Да. Путіну взагалі не потрібно, особливо після цих слів і після всього цього. Да? Кому це? Американцям? А для чого американцям пов'язувати себе нормандським форматом? Вони будуть прямо з Росії говорити. Говорить, що формат этот ваш фейковий, по суті вони не будуть так говорити. Вони будуть співпрацювати. Ні, не будуть. Ну, це німці, це французи, це серйозна історія. Вони так не будуть говорити. Але для чого Штати туди, знаєш, як кажуть, впихувати, щоб їх там тримали? Хай вони просто, як окремий трек, такий паралельний, розмовляють з росіянами. Але дуже важливо, щоб ми там були присутні. Щоб з нами кожен крок погоджували. От в цьому окремому треку, абсолютно. Тому, дивись, от насправді є, крім всіх ескалацій, дестабілізацій, які Путін буде робити, є реальна загроза, що нас от в цьому неофіційному процесі переговорів, перемовин, як хочеш його називай, не буде.
І оце насправді дуже великий ризик з того, що відбулося. Ну і є знову таки, це останнє, такий дуже емоційний поштовх для Путіна. Тепер же ж Путіну потрібно всередині Росії якось показати, що він все ж таки крутий. Ну, тобто поїхати з Шойгу в тайгу – це, звичайно, добре для росіян, але недостатньо. От тепер він буде планувати, що він може робити далі. Дивись, там теж непроста ситуація. Вони відштовхують, там, переносять послання федеральному цьому, да, своїй думі. Там. Вони граються з пенсійною реформою, частину відмінити. Їм же ж потрібно якось, ну, щоб люди... Тобто внутрішня компенсація, а якою буде зовнішня компенсація? Ну, вони ж на Штати не полізуть, і на Німеччину не полізуть, і китайців в спокої залишать, правда? Да, варіантів небагато. Хто? Ми. Ну, ми, оскільки білоруси, це у них окрема реальність. На фронті вони ж кожен день, там снайперська війна реальна. Але я думаю, що Путін 100% щось запланує, плани там зараз розробляють, і насправді ми йдемо в дуже таку непросту історію. Ну, наверное, я вообще полностью согласен, тем более, что вижу, какие процессы внутри страны происходят, раскачивание хаоса вот этого. Очень мне в этот сценарий укладывается. И про Шойгу и Путина сейчас тоже поговорим в тайге. Я единственный вопрос хотел задать дополнительно, то есть нас могут не учитывать в этих всех переговорах. Вот да, для Путина вот эта фраза там «ты убийца», тем более в ушах западных лидеров, это оскорбление страшное. Ну и для него как пахана, да, оскорбление. Всередині Росії. Це в його понятійному світі. Не, в него это прекрасно. По поняттям це не працює. Да, да. Ну, короче, ну там все равно убийца, слушайте, Иван Грозный убийца, кумир русских, там, Сталин убийца. То есть как бы вот внутри их мирка не работает. Гвоздички кладут. Да, внутри их мирка это может быть и плюс даже. Но он понимает, что это вот именно выведение из пісочниці, як ти сказав. Ні, ти знаєш, я от думаю, що і всередині цього світа російського це не є плюс, оскільки для росіян... Ну, важно, Путіна, хто це сказав. Хто це сказав? Да. Абсолютно. Вот ти маєш рацію. Да. Якщо це каже Байден, ну це значить, що Путін вже не на рівні з ним. Да, а для Путіна бути не на... Він же що? Він завжди на міжнародній арені, він крутий. Да. А тут йому Байден каже, так, ну, тобто... Що тепер Європа скаже? Хто буде розмовляти? Тобто розмовляти вони все одно будуть. Але насправді це більше, ніж, як знаєш, одеський анекдот «Осадок остався». Це дуже серйозна історія. Тем более, смотри, вот у русских внутри их системы координат. Сказать, вот Путин убил столько там этих вот чеченов, например, для них это крутяк, да? В Европе слово «убийца» совсем не носит крутую коннотацию. Совсем. В этом как бы не большевистском условно, а таком условно христианском мире назвать человека убийцей это ну, человек греховный и черт, короче. Так ти ще врахуєш, що Байден – це відданий католик. Я про то і говорю. Для нього це не пусті слова. Другий президент, який є католиком в історії Сполучених Штатів, він завжди ходить до церкви. Для нього релігія – це не така, знаєш, не ритуал. Ну там і протестанти не менш релігіозні. Ну це звичайно. Ні, так само собою. Але я просто кажу, що для нього сказати це ж не значить сказати, просто кинути якусь фразу. Некоторые начали говорить, он случайно говорил, нет, он никогда. Такие сколько лет в политике, і він дійсно віруючий. І у Байдена є свої переконання, у Байдена є свої принципи, у Байдена є свої цінності. Тому, коли він це каже, це чогось насправді варто. І те, що зараз, до речі, ну я не знаю, чи будемо потім окремо про це говорити, але іде процес, він триває, перегляду американської політики стосовно Росії. От був Трамп. Він теж був понятійний, по-іншому, ніж Путін, але теж він був з бізнесом, прийшов, він каже, от там діл. Діл тут, діл там, з Кімом зібралися, ну не вийшло, значить буде в наступний раз. Ну, має рацію, його легітимно вибрали американці, він намагався просувати те, що просував. Але зараз процес перегляду політики стосовно Росії, він відбувається. І я думаю, що американці виберуть таку стратегічну лінію стосовно Росії. Вони не будуть це казати, звичайно, оскільки це зовсім не політкоректно, навіть після того, що сказав Байден. Що може бути але тим не менше, вони все ж таки будуть
грати на перезавантаження цього режиму. Це ж не значить, що наступний якийсь там режим буде набагато краще. Я, до речі, от дуже скептично до цього Просто ставлюсь. другой, скажімо. Але він буде інший другой, да. там, і з ним буде не простіше нам розмовляти, але тим не менше з'являться якісь шанси. Тому, звичайно, для Путіна, ну, бачиш, там і навколо Путіна вже починаються ці рухи, клани, як їх вежі там називають. Там. У мене є вже друга версія, я потім скажу. Ну, давай. Вот, але я вже чув з деяких джерел, що ця, ну, так, боротьба, окей, не боротьба, а, по-перше, репозиціонування вже починається. Ну, дай бог, если так. Не, народ там много всякого шаловливого, да, в верхах. Я хотел закончить про Украину. Это, безусловно, прямое оскорбление для Путина из уст Байдена. А вот молчание Байдена в отношении Зеленского, это что? Ну, слухай, ну, по-перше, це не мовчання. Ну, Он не звонит, я это имею в виду. Ні, ну от я... Не, объясни это с дипломатической точки зрения, пожалуйста. Я не хочу гадать. Ні, ну це класне питання, але мене це розважає, це питання. От мені кажуть, коли буде дзвінок? Я кажу, а що буде після дзвінка? Що після дзвінка? Фейерверк буде біля Офісу Президента. Значит, не о чем говорить. Или что? Потому что все разговоры состоятся, что тогда, ну, как я понимаю, вот я тоже слежу за политикой, да, разговоры, ведь готовятся, любые разговоры. Это же не просто там, ай, Билл, привет, там, или там, Джо, привет, привет, там, Владимир. От що насправді, от, давай по фактах пройдемось. Перше. Ну, ми не були в першій черзі, як кажуть, там, де просто поздоровляли. Тепер вже, ну, якось відбитися просто дзвінком, там, пане Байдена, я вас вітаю, у нас буде стратегічне партнерство, я хочу вас запросити на 30-річчя і так далі, і так далі. От такий формальний дзвінок, він вже не катить. Ну, приглашати треба все одно. Ні, це само собою, це все дуже правильно, але українське суспільство, ну і та частина там в Штатах експертного суспільства, яка реально слідкує за нами, вона ж очікує змістовного дзвінка. Тобто всі правильні речі, вони прозвучать, це правильно, запрошення правильно, це все. Але тепер важливо після дзвінка зрозуміти, а про що домовились. Ну, да. Тобто зараз дзвінок просто там, поздоровити, запросити вже не катить. Це перше. Другий момент, ну уяви собі, ну з першого дзвінка це ж не можна сказати, хоча тут буде піару дуже багато, без питань, що там класні, довірливі відносини, все супер, але з першого дзвінка так просто не буває. І це без жодної критики на адресу Зеленського. Ну, не буває. Дипломатический. Ну, вони різні люди. Вони не знають друг друга, з різним поколінням. Абсолютно, з різними історіями, різний вік, там, різні цінності, ну, тобто різна історія. Вони не можуть одразу, тобто вони поступово будуть будувати ці відносини. Но з какого-то діла треба почати, да? Абсолютно. От слухай, ти от схопив те, що я хотів сказати. Почати потрібно насправді з того, щоб сказати, давай зробимо спільну історію успіху. Є ключові речі, які Байден просував в Україні. І найкраща зброя проти Путіна – це ж навіть не джавеліни. Хоча джавеліни і все, зброя, це нам потрібно більше, допомоги більше і вся ця історія. Найкраща зброя проти Путіна – це ж сильна Україна, яка насправді стійка. Тому побудувати, щоб все ж таки замість імітації реальна боротьба з корупцією, щоб антикорупційні органи боролися не за своє існування, а проти корупції, щоб була судова реформа, а не наручники, да, там, наші судді тут, ваші судді там. Із-за чого зараз вот это все ми наблюдаємо? Ну, слухай, ну це ж так. Ну, я вже про олігархів взагалі не говорю. Да? Тобто, є декілька історій, які зрозумілі Їх Байдену. немного, на самом деле. Слухай, да. їх реально раз, два, три. Да. Ну, окей, 4-5. Да. Але їх можна покласти на одну сторіночку, на одну, правда? Все зрозуміло і сказати, слухай, да, ну, окей, слухайте, да, пане Байдена, давайте зробимо історію спільного успіху. Допоможіть. Допоможіть. Я готовий замість імітації, які ми поки що там, ми всі займаємося, піти в реальну історію. От я хочу війти в історію. Це ж казав Зеленський. Ви будете за моєю спиною, да? Типа того. А ви допоможете мені реально в цій історії?
в цій історії з судової реформи, з реальною боротьбою з корупцією, ну так тільки реально. І щоб сказати, що не так, що у нас відбувається, не те, що там сіли ті, там, що всім, ну в Штатах, слухай, Україну дуже добре знають. Я зараз тобі там ФБР більше про наші схеми розкаже, чим хтось ти там на ефір запросиш. Да? Вони ж всі знають. І розвести їх, вибач, да, за термінологію, пропетляти неможливо. Ну, тут некоторые хотели пропетлять. Вот, або ти кажеш, що от все ж таки ця сторінка, ми її разом робимо. Тобто для этого тебе повинні вірити. Ого, і тоді ти кажеш, і я для початку роблю 1, 2, 3. 1, 2, 3 реально знакові речі, які показують, що я тому, що я кажу, відданий. От я готовий, і мене вже з цього не згорнути. От це тоді розмова. Тоді Байден каже, ні, ну, знаєш, пан Зеленський, тоді я щось бачу, я тоді надсилаю там людей, тобто робимо спільні проекти допомоги, і все робимо послідовно. От тільки такий дзвінок, він насправді може мати сенс. Будь-який інший дзвінок, який буде без сенсу, їм же почнуть тролити Байдена, оскільки ну, ніхто ж політичні суперники нікуди не поділися. Йому слабость проявляти нельзя ні в чому. От бачиш, ти це розумієш. А по-друге, його ж знову почнуть тролити його сином, хоча, звичайно, що тут нема кримінальної історії, але почнуть згадувати, якісь там фейки вигадувати. Тому йому потрібен результат. Успіх. І йому потрібно сказати, от перша розмова, а от ми потім поговоримо там, умовно, там, за місяць, за 2, за 3, байдуже. Але тоді є результат про те, що ми домовились. Я думаю, что он, в принципе, может раз в месяц с Зеленским разговаривать. Если раз в месяц будет что-то такое, можна, что... Да, можна, якщо він буде бачити, що це працює, що Україна змінюється, що це не якийсь там бардак з імітацією. Вот мы увидим, вот имитация ключевое слово, которое у меня в голове вертится все последние месяцы. Наверное, год примерно, уже даже больше. Потому что все, за что не беремся, да, берешь соглашение про ассоциацию, и ты понимаешь, что она не выполняется, да? Она с Конституцией. Берешь эту тему, судебной реформы, вот она трясет страну от нее, от ее отсутствия, просто сейчас разнесет, вот в любой момент, да, ну при желании каких-то лиц там в это подлить чего-то, да. А что, Путин цього не знає? Так он на этом и играет. Ну в том-то ж справа. Это же его хлебка. И когда Жириновский говорит, мы нанесем удар по Украине, они не будут наносить удар по сильной Украине. Они нанесут удар по Украине в момент, когда здесь что-нибудь такое произойдет. Їм же потрібно удар, а потім дестабілізація. Зробити провокацію, щоб від цього пішла тотальна дестабілізація. Сначала дестабилизировать, потом типа наводить порядок начать, а потом дальше этот ком. Я про вот Путина и Шойгу хочу к тебе вернуть к этой теме. Ты говоришь там, да, что разные действительно люди недовольны. В том, что кто-то недоволен в России и даже наверху. Там же не все совсем идиоты. Да? Там даже среди шовинистов не все идиоты. И среди бизнесменов не все идиоты. Да? Но есть нюансы. Ну, щоб заробити гроші, не потрібно було то не совсем идиотом, правда? В России это иногда нужно было просто иметь автомат и решимость нажать на курок. Вот. Но смысл в этом, мой вопрос в другом. Да, люди разные, и Россия большая страна с громадным чиновничьим, ФСБшным аппаратом. Он их развел там просто тучи, этих силовиков всяких. Да? Так вони и країну контролюють. Да, это ж мафия, как контролюет. Конечно, это мафия, она тоже подразделяется на какие-то вещи. Он сейчас сажает какого-то там губернатора за какое-то воровство. Да при желании он их всех посадит хоть завтра, если нужно будет показать, как при Сталине, там, железную руку внутри страны. Да? И это тоже вариант. Поэтому всем, кто идет к Путину во власть, вы готовьте себе, ну, если не петлю, там, то что-нибудь там, сухари-то точно. Но это их опять дело. Пусть хоть друг друга съедят. 100% лояльність, да, або все. И это ничего не гарантирует. Нет. Вон Никита Белых, этот бывший демократ, пошел губернатором работать, продался Путину полностью, 8 лет получил. Ну, ты как бы, ты просто, если не в банде, вот прям в ближней, я сейчас свожу к ближнему кругу. Я вот наблюдаю долго. Я знаю, кто входит примерно вот с точки зрения такого духовного окормления. Туда входят вот эти Тихон Шевкунов, вот эти шептуны в ухо. Да, Третий Рим, четвертому не бывать, возвращение в Своя Софию, там, мессианская роль, русский мир, сакральный Крым. Это все в это вот все ложится. Это началось до войны еще. Они это все шептали, это к этому привело. Вот. Но сейчас, вот как показывают вот эти общения с Шойгу, и тем более общения вот в таком, после такого наезда Байдена, они ушли. Я вот без шуток, я абсолютно уверен, что они мало того, что вот пофотографировались, вот эти двое, они еще и пошли в тайгу метров на 100.
и где-нибудь сели на берегу какой-нибудь шумной реки, и только там вдвоем, потому что он никому не доверяет, они могут реально обсуждать, что делать. Там может быть ассортимент действий любой. А що, в Кремлі теж не довіряє? Я уверен, что нет. Но, во-первых, у него шпиономания. Он уверен, что, ну, как мне рассказывали, что он же КГБшник. У него каждый человек шпион. Даже если ты ближайший друг, все равно есть вероятность, что это предатель. Ну, есть такая вероятность? Ну, есть. Ну, є. Да. Вот, поэтому он так предателей карает, там всех травит их, там находит, там где только угодно, да? Кто вот лично предал его, там, или вот эту систему, кто был в ней, да? И вот моя версия такая, она может быть ошибочная. Вот она полностью совпадает с твоей в той части, что он готовит асимметричный ответ. И сейчас я спрошу, какой может быть этот ответ, твоя версия. Но то, что вот сейчас они там не чай гоняют и не рыбу ловят экологически чистыми удочками в этих, а у нас же все идиоты обсуждают, а в чем он одет, а вот у него на руке вены там, а вот это там, а вот там сидят, он щечки, ну поддутые щечки ботоксом. Ну и что? От этого что-то меняется? Сущностно ничего. А суть в том, что, скорее всего, эти двое и реально есть руководители страны, причем Шойгу перешел от Ельцина в наследство. Он же очень умел с тем разговаривать. Он же с 93-го года, по-моему, глава МЧС. С 90, да. По-моему, 4 Он был очень серьезным, я прошу прощения, собутыльником Борис Николаевич. Сейчас не знаю, что пьет, не пьет, может, уже чай пьет. Но он реально с ним шаг не отходил от него. Это был его ближайший человек. И этому, как показывает практика, этот вот такой же близкий ему. Возможно, он больше вообще никому не доверяет. И я уверен, что Путин сейчас вообще никого близко себе не подпускает. И вот этот страх потерять власть или жизнь, он же понимает, что подонки кругом, но он же знает своих людей. Кто это же подонки. Ну, як КГБшник, да. Він же ж психолог. Да. Поэтому я боюсь, что сейчас они там не белых считают. Знаєш, я думаю, що ти частково маєш рацію, і вони говорять про можливі відповіді, і якими вони можуть бути. І Україні, і Заходу. І Україні, і Заходу. Я не думаю, що він довіряє тільки Шойгу. Ну, напевно, все ж таки є інші люди. Какой-то круг є, ми не знаємо. Ну, є ж багато спекуляцій, що там тайга для нього, як знаєш, місце сили, чи там, як воно у них називається. Але, тим не менше, він доволі регулярно їздить до цих таких, да, невідомих там кутків Росії, Шойгу, про щось там з ним говорить. І я думаю, що наша тема і американська тема – це 100% одна з тем обговорення. Я не впевнений, що вони там на березі річки, ну, в Кремлі. Якщо він не довіряє тому, що говорить в Кремлі, тоді взагалі питання, кому він в принципі в своїй системі довіряє. Поэтому он убивався весь ближній круг свій. Ну, все ж таки, Сталін, подивись, скільки років пройшло. Але 100% вони обговорюють різні варіанти. І я думаю, що нам потрібно до того готуватися. І от ми з тобою говорили про дзвінок, я вже не став там детально, але ключовою тезою цього дзвінка має бути також, передасть Байден і взагалі передадуть Сполучені Штати дуже жорсткий сигнал, що якщо Путін піде далі, то відповідь буде не просто жорсткою, а пекельною. Тотальною, хорошо, тотальною, пекельною. Можемо гратися словами. Ну да, тут, собственно, єдиний варіант, да. От, ні, тільки Штати. Ніякий Євросоюз таку відповідь не дасть. Це можуть бути тільки Штати. І я вважаю, що частиною цього дзвінка, я просто не став що це говорити, я про це казав, має бути дуже чіткий меседж. Підете далі, реально отримаєте так, що можете піти дуже далеко. Есть вариант, что такой звонок был, но не только по истерике Жириновского, это понятно. А по реакции внезапно появились сообщения. Мы перейдем с доллара на другие валюты. Значит, про SWIFT упомянули. Значить, упомянули. Я думаю, так. І, в принципі, така трактовка є. Те, що сказав Лавров. Ну, Лавров взагалі тут розважає народ своїми масками. По-моєму, це чудики, от чесно. Але, тим не менше, те, що він це обговорює з китайцями, не думаю, що китайці настільки дурні, що вони будуть швидко переходити з долара. Слухайте, скільки вони купили американського боргу, деномінованого в доларах. Вони тримач номер один. Китай з рублем, це просто смішно. Я думаю, що Китай в юанях може робити, і є ще розрахунки з Росії в юані, але для чого Китаю рубль, от я взагалі не розумію. Ну, окей.
Питання насправді в тому, що Лавров, як на мене, бліфує, але не виключено, що це реальне побоювання жорстких санкцій. Ну, последствия звонка, намека. Слухай, ну що може бути? Крім Свіфта, це може бути нафтове ембарго. Так. Ну. Якщо це нафтове ембарго, я думаю, що знайдуться ті, хто дуже швидко включиться. Ну от Іран тільки мріє все ж таки домовитись про щось і за своєю нафтою вийти. Я думаю, що там і по ядерних питаннях там принципами не пахнет, я думаю, Сауди, я думаю, що швиденько там стільки добудуть. Что это Россия? І в самих Штатах. От, Да це будут, ж конечно, свердловини. заместить. Да Так даже що, если газовый эмбарго будет, и газ найдут. Думаю, що Росія про це думає і прекрасно розуміє. Ну, коли вони починали, ну і почали насправді, да, ти напевно теж про це чув, гальмувати інтернет і, зокрема, Твіттер. Ну це ж хворі, ну реально. Тобто вони от реально тестують, тобто вони готуються до заворушень. Для чого ще гальмувати Твіттер? Ну більше ні для чого, правда? Причому гальмують вони не твіти, а картинки, там, меседжі. Тобто вони прекрасно розуміють, що вірусні картинки, які розходяться по Твіттеру, вони взорвуть мозок. Ну особливо молодому, хто реально має Твіттер в Росії? Тільки молоде покоління. Ну що, люди, я не хочу... Не тільки про Твіттер. Я не хочу ображати там якусь Самару, ну що в Самарі вони там люди похилого віку з Твіттером ходять з телефонами. Тік-ток, Твіттер, це все ж для молодого покоління. Но это закидоны такие. Понятно, они готовятся до закрытия, до ограничений. У китайского уровня минимум. Ну, китайці це роблять хоч розумно, у китайців інша логіка, а те, що відбувається в Росії, це якісь там, знаєш, вже мені схоже на підготовку до паніки. І це насправді цікаво. Ну, надо же, нужно будет сплотиться против Америки же. Ну, а як же? Ну вот, без этого никак. Вот. Я еще хотел спросить про Крымскую платформу. Вот тут мне все интересно, тут я даже никаких своих намеков и измышлений давать не буду. Просто расскажи, что ты, потому что я не понимаю. Я не понимаю, как это будет работать, і поэтому я хочу... Так ніхто поки що не розуміє. Дивись, ну я вважаю, що ідея це... хороша. Ні, це правильна історія, Абсолютно дуже правильно. позитивна історія, я її дуже підтримую. Тільки не потрібно людям морочити голову і казати, що це реальний інструмент деокупації. Це дуже важливий інструмент для того, щоб, по-перше, постійно тримати і питання Криму, і уваги до нього. І це дуже правильно. Насправді, засідання Кримської платформи, вони ж вже були. І на міністерському рівні ми їх проводили. Але якщо тепер воно буде називатися Кримською платформою, я двома руками за. Це як саміт же буде на вищому рівні. Ні, ну саміт, якщо буде один, потім будуть якісь експертні, може там міністерські. От підвищення рівня. Це правильна історія. Другий момент. Крім залучення уваги. Що можна обговорювати? Спільні дії з тиску на Росію по звільненню політв'язнів можна? Можна. Як мінімум. Як мінімум. Хоча б мінімальну вимогу до Росії, щоб допомагати там родинам політв'язням і тим, хто дуже цього потребує. Можна говорити? Можна. Ну от хоча б ці теми, я вважаю, і я зустрічався... Санкційні теми. Ну. Я зустрічаю, ми працюємо разом з новоствореною платформою політв'язнів над тим, щоб все ж таки вони теж зробили внесок. Я вважаю, що от тут це історія дуже позитивна. Але не потрібно людям говорити, що це механізм якоїсь там деокупації. Швидкої деокупації. Оце насправді щоб не вийшло, як з миром на Донбасі. Так. Ну, тобто, дуже правильна історія, тільки потрібно пояснити, про що ця історія. Як це буде працювати, що ми там будемо обговорювати. Там Росії там, звичайно, не буде. Росія буде там тиснути. Та й Бог з ними. Вопрос, як працювати за партнерами. Ні, дивись, ну насправді непроста історія. От я тобі приклад, дуже простий. Що робить Росія, ну, після Китаю? Вона свою вакцину, яку ніхто не перевірив, вона розповсюджує по світу. Країни, які отримали російську вакцину, ну, звичайно, на них можна тиснути. Звісно, це все інструмент тиску. Ні, ну ти там казати, що ти ж отримав вакцину, ну ми тебе ще підкинемо там. Але ти ж не треба, ти не голосуй. І, до речі, я б дуже уважно слідкував зараз в контексті Кому Криму. не дають вакцину? Абсолютно. Словакію брали прем'єра, знаєш? Который хотел там. І міністра економіки зараз приберуть прем'єра. Ну, слава Богу, они поняли, что это политический тиск. Я читал словацкую прессу, там прямо написано, это политическое давление.
навіть там дожартувався, да? Там, він же хотів там міняти, да? Там, не хотів, але жартував. Ну, ідіотський жарт, у кожного там є такий. Але я би от створив, знаєш, такий список країн, які отримали російську вакцину. І дуже уважно відслідковував їх позицію по наших питаннях. Оскільки можемо отримати і не тільки в ООН голосування, а якісь дуже складні речі саме по цих країнах. Кримська платформа то таке. Це теж супер важливо, але тим не менше, якщо зміниться позиція цих країн, ну, будемо мати проблему. Надеяться, что слова вот эти «айду» как-то отрезвляюще подействуют на некоторые западные правительства. Знаєш, я от не думаю, з західними у нас не буде проблем. Я не думаю, що умовно там, ну, для якісь арабські країни і інше. Ну, нам же ж все ж таки долучити максимум потрібно. Ну, шведів не залікаєш, да? Тобто тут не проблема, а от по інших насправді може бути проблема. Мне кажется, сейчас вот МИД как раз работает над тем, чтобы залучить багато країн не тільки з Європи, не тільки з НАТО, так? Ну, було б дуже класно, оскільки все ж таки, розумієш, це ще 30-річчя. Це ж спеціально затримували це засідання для того, щоб отримати вищий рівень. Щоб люди приїхали одночасно на 30-річчя незалежності, і для нас це важливо і на платформу. Це насправді правильна історія, але тепер після цієї затримки дійсно потрібно забезпечити максимальний рівень. І тут по кожній країні, яка отримує російську вакцину, потрібно окремо працювати. Це, знаєш, це як історія з чемпіонатом світу по футболу. Как они работали с членами, извините, совсем мало схоже, я с тобой згоден. Где-нибудь найду эту книгу, я с автором знаком. И вот когда ее читаешь, она называется книга «Как Россия купила чемпионат мира по футболу». Я даже автор. Нет, це ж історія відома. Нет, там как они, методология работы с чиновниками. Там футбольными, там МОК. Підкопати вони слабі міста. А вакцина зараз для багатьох країн, ну от я іноді дивлюся, там щось в Німеччині кажуть, ми будемо використовувати російську вакцину. Популізм це політичний ви спочатку використати всю свою вакцину. Нет, ну как там, грубо говоря, давайте не брать страны, вот говорят чиновнику, смотри, давай ты попробуешь продвинуть нашу вакцину, вот тебе $1 000 000. Ему хорошо, он как бы население заботится. Да. Популизм, как бы вот в Словакии. Он же наверняка так и думал. Сейчас я вот быстренько, мы быстрее всех сейчас провакцинируемся с помощью русских, да, и я красавчик. І $1 000 000, как бы, ну всегда $1 000 000. В Словаччині ще достатньо багато людей, які мислять доволі проросійськи. Да, есть такое дело. И даже, к сожалению, в Чехии есть такие люди, что вообще удивительно, но і ладно. В Чехії є. А тим не менше, Кримська платформа – це реально правильна історія. Дуже важливо, щоб вона нормально стартувала. Дуже важливо, щоб там був такий, знаєш... Щоб старт мощний був, щоб там не було холостих оборотів. Так, але потім якась так експертна команда, ну от я вважаю, що там можна було б з ЄС поговорити про санкції в рамках прав людини. Так, вони символічні, але... Ну їх треба за все накладувати. Так. За журналістику накладувати, за це накладувати, за то накладувати. И персональные, и любые другие. Вот, знаешь, сейчас скажу такую вещь, я не знаю, это просто какой-то трэш. И это касается уже даже не крымских каких-то компаний, а американских. Я не буду говорить про YouTube, там проблемы с русскими оппозиционными каналами страшно. Они их просто там банят по-всякому. Но у них офис YouTube находится в Москве большой. Это пусть Америка выясняет. Но то, что я вот знаю сейчас, у меня, я не буду компанию называть, просто мне не уполномочили. Компания хочет в Фейсбуке, ну вот у всех есть страницы в Фейсбуке. Ну кто-то, у людей правовая компания. Они просто хотят про свои услуги рассказать другим людям. Может быть, они заинтересуются и обратятся к этой компании. Люди пишут текст, и у них эта публикация не проходит по нормам, они там проверяют по нормам сообщества. А не проходит она потому, что американская компания Facebook, проверяя рекламные объявления, даже не на английском языке, там написано «Крым – оккупированная Россией территория». Они пишут «спорный политический вопрос, не надо его упоминать». От, на жаль, оці глобальні кампанії навколо дуже багато цих, знаєш, таких обережних речей, а от мене з бізнесу викинуть. Да. Ну, я ж не можу сказати, що Крим не окупована територія. Так я краще нічого не буду говорити. Ну, таке ж вихід, да? І це, насправді, знаєш, оце там половинчаста реальність, вона теж дуже шкодить. Может, Байден наведет порядок хотя бы в своей стране с этим делом? Ну, слухай, насправді і в ЄС зараз ведуться дуже серйозні дискусії, як реально все ж таки монопольну владу цих великих компаній
ну не те, щоб Вони корумпіруються. Акуратно. Ну ці компанії це мегакомпанії. От ти коли лізеш свій телефон, ти ж все одно Google набираєш щось шукати, правда? Ну і Google відповідно знає, що ти шукаєш, і тобі щось підтягує. Тобто, от так працює, ну умовно спрощена ця фінансова модель, бізнес-модель. Тому потрібно знайти якийсь варіант, який буде працювати. І це має бути, як на мене. Я, до речі, з ЄС це обговорював колись. Це має бути встановлено в відповідних директивах, законом. Слушай, вот что хотел сказать. Ты же выступал по поводу использования русскими соцсетей на бесспековом форуме в Киеве, правильно? Ну, а як же? Вот, послушай, я тебе сейчас скажу одну вещь, и если будет возможность где-то сказать, на онлайн какой-то, в зуме в каком-то. Давай. Сейчас где-то год нас не трогали. Кого нас? Это украинских и проукраинских журналистов в Фейсбуке. И сейчас, значит, то есть там шли какие-то страйки, ну, какие-то там публикации троллям не нравились, антироссийские, но блокировок не было, год не было, или даже полтора. Вот, и вот месяц назад, значит, нападение было троллей на аккаунт Бабченко, нажаловались на 20 его постов. Они все проукраинские, антироссийские, на 20. Забанили без возможности пожаловаться даже. Просто как рецидивиста. Забанили самого крупного блогера-журналиста, пишущего на русском языке. То есть это просто кремлевский заказ 100%. Ну, троллям заказывают, они жалобы шлют. Но это ж не китайцы на него наехали. Кто-то же в Фейсбуке эти галочки подтверждает вручную. Дальше. Я говорю, ну все, Аркаш мне пишет, говорит, ну все, это сейчас за тебя возьмутся. Проходит определенное время, приходит мне позавчера, у вас 15 публикаций не соответствует нормам сообщества. То есть раньше они соответствовали, весь вот этот год предыдущий, а сейчас вот перестали соответствовать. Забанили кучу российских блогеров, там всяких политиков, ну, типа оппозиционных, неважно каких, но я даже об этом не говорю. То есть... Это называется зачистка. Так зачистка бесплатная не бывает. Это значит, кому-то за нее заплатили. А як? За вот эти нажатия на кнопочки. Слухай, а що фабрика тролів, вона ні? А що, вони не працюють з цими компаниями? Вот. Так Facebook, извините, офис в Калифорнии находится. Значит, есть там агентура, которая подтверждает эти жалобы. То есть жалобы идут, но компания американская может их игнорировать в отношении людей. Ну, слухай, ми колись починали розмову із Твіттером, із Фейсбуком. Я ж вспомнив. Я ж теж займався. Ну, зараз уряд має наш поновити, не знаю, хто цим буде займатися там. Чи МЗС, чи Федоров, ну хтось має просто погодити якийсь механізм в реальному часі, яким чином запобігати тим, що вони нас вибивають. Ну це серйозна історія. Не класно, ну а що ми не можемо, ми що, будемо лапи піднімемо перед ними? Що це відбувається при Байдені вже? Ну, слухай, ну, але Байден 60 днів, коронавірус, ну, тобто звинувачувати, що у нього руки до всього дійшли. Тобто, я, знаєш, я дуже критично ставлюся, коли щось не відбувається навіть до наших союзників, але в цьому сенсі, ну, дайте час розібратися в всіх питаннях. Я просто к тому, що не стесняются американские компании вот в погоне за этой прибылью, или, может, их менеджеры в погоне за взяткой, делают такие вещи даже тогда, когда в Америке говорят вмешательство. Давай не звинувачувати, якщо ми не знаємо фактів по хабарам, але тим не менше я вважаю, що от реально потрібно призначити чи РНБО, чи уряд, я не знаю, який механізм, і хтось, хто відбиває оці російські атаки в соцмережах. Кстати, хто-то в РНБО займається соцсетями? Має, як же? Ну, слухай, вони ж створили цей центр по боротьбі з дезінформацією. От для мене захист українських патріотичних блогерів. Треба позвати кого-нибудь. От в центрі, я вважаю, хай вони прийдуть і тут розкажуть, яка у них там стратегія. Ну, а слухай, ні, ну реально, ну, українські патріотичні блогери, хтось їх має захищати? Якщо не РНБО, то для чого цей центр? Він, до речі, під патронатом, я так розумію, РНБО. Ну, я так чув, що не менше. Это касается не только меня и не только Бабченко. Это слухай, ну це ж взагалі про те, що патріоти можуть висловлювати свою думку. А що? Ховатися під стіл і боятися росіян? Ну так же не може бути. И последний вопрос, я, наверное, успею задать. Успею, редактору спрашиваю. А що, ми вже поговорили 50 хвилин? Да. Щось швиденько пройшло. Дуже. У нас 3 минуты. Вот я не понимаю таких вещей. Вот пишут, вот Крымская платформа. На нее надо с чем-то идти. И вот то, с чем идти, стратегия звільнення Крыма. Да? Я думал, это будут такие 15 томов по направлениям, там все такое прочее, но, значит, типа там бюджета Ее Величества, да, такие тома. А эта стратегия никто не видел вообще. Ее где-то там сколько-то людей что-то написали.
И ее презентовали, даже не дав прочитать главе Меджлиса Рифата Чубарову. А что, И Рифат не Агана долучили бачив? их. Нет, Ага. и Джемилев не видел Мустафа Агана. И Мустафа Агана Нет, бачив? они публично об этом сказали. Окей. То есть стратегию освобождения Крыма обсуждали без крымских татар, без их законно избранных, признанных международным сообществом Меджлис и так далее, народных депутатов, представителей, лидеров народа. Просто вас тут не стояло, вас тут не было. От знаєш, що мене турбує з цієї історії? Ну, звичайно, стратегія – це теж правильна історія. Але коли її схвалює РНБО, і всі кажуть, що вона буде для всіх. Ну, а інакше сенсу немає. Ну да? так. Ну, тобто, мають же сказати, коли вона буде оприлюднена. Через 3 дні, через 13. Мені байдуже. Ну, от чесно потрібно сказати. Тобто, за це має відповідати, ну, хто там, секретар РНБО, правильно? Ну, Йому президент має дати Открытость відповідні должна быть, по доручення. крайней мере, в открытой части. Да, другий момент. Ну, звичайно, ну як Меджліс не залучити до розробки? Я це взагалі не... Я це, до речі, не знав, що вони не залучені. Ну, Я це думаю, что просто... любой западный партнер скажет, а как это так вообще получается? Але є дуже серйозна річ, да? У нас півхвилини є. От не потрібно очікувати від цієї стратегії, що це буде умовно там план звільнення. Ну ми не можемо Та поки ні, що. ну, Оце, звісно. От що я очікую від стратегії? Двох речей насправді. Двох дуже простих. Знаєш? Перше, це виділення грошей. От ми сьогодні почали з тобою про виділення грошей. От які фінансові ресурси держава виділяє готова тратити на боротьбу. І друге, які людські ресурси. Оце для мене дві головні лінії абсолютно цієї стратегії. Да. Тобто, от умовно там 28 сфер, де ми виділяємо гроші. І потрібно виділяти як мінімум стільки. Тобто без болтовні. Ні, так для чого болтологія? Да. Якщо стратегія з болтологією, то для ну все, ми її оприлюднюємо. Це декларація називається. Декларація про наміри. І людські ресурси. От ми створюємо в центрі дезінформації умовно 15 людей, умовно, я ж не знаю, будуть займатися кримським напрямком. Оце дуже серйозна історія, і я от хочу побачити, якщо це ні, то стратегії будуть звинувачувати, в тому числі наші партнери кажуть, ні, ну це ж болтологія. Ну вот, конкретика наше все. Точнее, Але ти точно впевнений, що Мустафа Агар это її не бачив? заявление было Чубарова о том, что я пропустил. ни одно пожелание Меджлиса не учтено вообще. Их даже как совещательно не учитывали. Ну, в общем, короче, поговорили мы хорошо с Павлом Климкиным, бывшим министром иностранных дел Украины. К сожалению, времени у нас больше нет. Вот, я хочу поблагодарить вас за то, что вы нас смотрите, за то, что таких людей, как Павел, за то, что нас поддерживает. И вместе с вами, со всеми. Спасибо за подписки на Patreon, за все, за ваши лайки, репосты и все остальное. Много у нас проблем и много вещей, которых я не могу объяснить навскидку, и даже чертом я. Даже Павел Климкин не может объяснить некоторых вещей. Уже другие троллинг по части. Не, ну правда, но есть вещи, которые невозможно. Есть такие просто вопросы, что куча, на 2 ефіра. Ні, але я теж хочу сказати, що ви класні, що потрібно підтримувати АТР як унікальний канал, знову таки, для вас як друга, а для російського режиму як кулак. І це дуже важлива історія. Ну, звичайно, ми всі не встигли, ну, коли ще поговоримо. І було дуже приємно. Дякую тобі. Дякую, Павло. Все, до встречи. Смотрите АТР. Это очень правильное решение. Корамве бутон турк дүниясынан белі маревчісі. Оджа, журналист ве жемаатыр бабы Исмаил Гаспринский доғғанына 170 ел толды. Бақчысырайдауынан хабры янында Меджлис азалары, журналист ве жемаатыр баплары топлашып дуа оқыды. Гаспринский турк дүниясында бірінші қырым-татар медиаджысы кібі белледір. Исмаил Гаспринский Бақчысырай районындаки Улусала көйінде дүнияға келді. О Воронеж ве Москвада арбишке огренгенне бақмадан Қырымға қайтып, Оджа олып чалышты. 1883 сенесі Гаспринский Қырым-татар вясла мұсылманларының проблемалар аққында тариф етмек үшін Тіржіман газетасыны бастырып башлай. О Бақчысырайдан Японияға қадар популяр еді. Исмаил Гаспринскийның газетасы бұтын турк дүниясыны бірлештірді. Оның тілде фікірді іште бірлік шиары бұл күнлерге қадар популярдыр.
Ватандашларынан ишгал етілген Қырымда топрақлары чекіп алынмасы қанунсыз. Бұны Украина тышышлерін әзірлігінде қайдеттілер. Украина Қырымға қайтқан сон инсанларының топрақ хақлары тікленежек. Путин имзалаған ферманға көре мартының 20-ден Украина ватандашларына ишгал етілген Қырымда топрақ сай болмаға ясақтыр. Ферманға көре 25 муниципаль бөліктен 19-ында сыңырланулар көрсетілген. Истесналар Ахмеджи, Джанкой, Орқапы, Қарасу базар, Құрман районларында бар. Униан нешірінің мәліметіне көре 11 бен топрақ дамартысы Украина ватандашларына айеттір. Украина ватандашлары белгіленген вақыт девамында топрақны біревге сатып еда беріп олмаға етіштірмесе ишгалчылар махкемелері бұл топрақларына тұтып алacak екен. Сатып Русия бюджетіні толдырacaklar. Это не только нарушение, грубое нарушение прав человека, потому что в протоколе к Европейской конвенции по правам человека сказано, что каждый человек имеет право мирно владеть собственностью. Там не указано, что можно дискриминировать на основании гражданина или не гражданина, или на основании этнического происхождения. И также это военное преступление, потому что то, что Россия делает с захватом собственности, независимо от того, это государственная собственность или частная собственность, если она не оправдана военной необходимостью, это военное преступление. Огианаға қайттық дейлер. Ярмада жөнебіндекі Алиева қасабастан сакинлері топрақ ве евлерсіз қала біле. Ерлі сакинлерге топрақ ве евлеріні Русия қанунларына көре ресмелештірменге рұқсет бермей екенлер. Советлер заманында бұл ерлерде Совет үкіметі ел басшыларының девлет дачалары ерлеші еді. Украина заманында Украин олигархларынан язлық евлері. Қырымна Русия запт еткен сон бұл ерлеріні ФСБ ве ФСО қызметлері бегенген. ФСО бұл Русия президентіні қоруған қорымдыр. Русия президентіні қоруғанлар ерлі сакинлерінен махкемелеші екен. 6 инсан шымда Европа инсан ақлары махкемесінің қарарыны беклемекте. Русия весиқалары олмағаны үшін сакинлер өзевлеріні не сатып, не де біревге бақшыш етіп ола. Бұне бербер сакинлерге деңізге түшкен елына қапатқанлар орманға кірішісе ясақ екен. Для нас вот до туда чертова лестница и до гор охраняемая зона, не территория, а зона, как в тюрьме. Мне, пожилому человеку, окунуться в море, мне надо ехать или в Форос, или куда еще там? Кострополь, Жуковка. Это значит, мне 5 километров спуститься до трассы и по трассе еще куда-то. А раньше мы спускались прямо вот отсюда и к морю. Я пошел в лес и машину оставил в съезде от дороги. То мне прокололи, спустили шины и наплевали на капот семечек. Когда я колеса накачал, я приехал, меня уже ждали с распростертыми объятиями и объяснили, что близость объекта, и я неправильно припарковался типа. А в том году женщину при выходе с чертовой лестницы остановили и оштрафовали на 3000 рублей. За неправильную парковку или за что? За посещение леса. А я же говорю, так это ж туристическая официальная стропа. Как же на ней можно штрафовать? Упорно разговоры на бытовом уровне, вплоть до того, что говорят, зачем вы делаете ремонт в квартире? Не надо делать ремонт в квартире, потому что вас скоро будут отсюда отселять. Здесь 90% пенсионеры. Не продать, не завещать, не подарить. А почему я не могу продать и куда-то переехать? А за что я голосовал за Россию здесь? В 2014 году у госрегистратора на двери висела бумажка, на которой большими буквами написано, что украинские документы считаются бессрочными. Но если они бессрочные, так а почему не дается российское право собственности? Ишгалчылар махкемесі сияси мабус Реза Умеровны номер арқадашы Севильяға тенбиелев шығарды. О терроризмде қабатланып, махкем етілген ақайы ве қайнатасына қаршы басқа тоқтатылмасы талабынен бір кішілік наразылық кечірген еді. Ишгалчылар есе оны карантин сыңырлануларына бозды деп қабатлады. Кеченлері Жанкойнын Ишгалчылар махкемесі протоколны бақып, қанунсыз әрекетлер көрмейіп даваны қапатты. Ама протоколны тізген полис хадима бұны шикайет етіп, дава ғайрыдан бақылмасына исрар еткен. Махкеме девамында қадынға низбетен мемори протокол тізген полис хадима сорғудан кечірілген. Бұл сефер махкемеджі тенбиелев шығарған. Махкеме ашық режимде кечірілгенне бақмадан қол тұтмаға келген инсанларны махкеме салонына кечірмегенлер. Я вышла мирным путем высказаться
и доказать общественно, что за что на сегодняшний день забирают ребят. Нашим родным и близким, которые находятся в российских и крымских СИЗО, в тюрьмах, грозит нереально большие сроки. И хочется донести до общественности о том, что несправедливо решения выносятся в судах, и так как на сегодняшний день могут оказаться разбитые семьи, и дети будут лишены отцовской любви, ласки и опоры. Кечкен күнде Украинада 7893 инсанда коронавирус хасталығы белгіленді. 2993 хаста түзелген. 157 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Украина сағылық Назер Максим Степанов вакцинацияның екінші басамағы башланды деп хабар етті. Ашлама яптырмақ мүмкін олған мобиль бригадаларға да 500 стационар ноқталар да қошылажақ деді. Бұл басамақта қоранта екімлеріне ашлама япылажақ. Мартынан соңки күнлері ичтимаи қызметшілер ве 80 яшындан бұйық олған инсанлар вакцинацияға давет етілежектір. Вакцинацияның кележек партия салынмасының проблемалар ола біле. Чүнки шirketlер вакциналарының кереклі миқдарыны ішлеп шығарып етіштірмей. Міністерство охорони здоров'я також продовжує планову діяльність напрямку отримання додаткових партій вакцин згідно і заключених контрактів, які є у Міністерства охорони здоров'я, і згідно глобальної ініціативи COVAX, до якої приєднана Україна. Виникають певні труднощі щодо отримання цих партій вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу. Ишғал етілген Қырымда COVID-19 хасталығы 89 инсанда белгіленген. 6 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл ишғалжыларының ресми статистикасыдыр. Украина шарқындаки жебеде кенеде ғайыплар. Жұма ертесі күні 25 яшында олған деңіз пиядежесі Андрей Грабара елак олды. 36-й бригада тұрған позицияларны ишғалжылер 120 калибрлы майынларнен ұжым еткен. Донец жеварындаки Шумы қасабасы янында душман нишанжысы Кирилл Быковскийны атып өлдірген. Кечкен күндевімінде 4 душман атышуы қайдетілген. Азақ денізі ялысында тұрған Украина арбелері позициялары 82 калибрлы майнларнен ұжым етілген. З ручних протитанкових гранатометів противник здійснив обстріл позицій українських захисників неподалік Лебединського. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.